Здрасте. Все, начинаем трансляцию. Здравствуйте, меня зовут Андрей Дуйко, я нахожусь в городе Киеве. У нас фантомно только что пела долго опера. Я никак не мог выбрать, какую сегодня лекцию я хотел бы дать. И сейчас, когда фантомно опера играла, понял, сегодняшняя наша лекция целиком будет посвящена негативному влиянию на человека, а также той теме, которая называется проклятие, сглазы, порчи, как на нас это влияет и как мы это можем ощущать. Наверное, это может быть интересной темой. Давайте попробуем сегодня найти правых и виноватых в тех неприятностях и гадостях, которые с нами могут происходить. Ура, товарищи! Ну что, давайте я со всеми поздороваюсь. Если будут проблемы у вас... Данил, это вы пишете, да? Дальше. Рада встрече, добрый вечер. Здрасте, добрый вечер, всем из Штутгарта. Здрасте. Жанна Питер, здравствуйте. Марина, Жанна, давно вас не видели. Анатолий Зерчук, здравствуйте. Днепропетровск, здрасте. Татьяна Казакова, добрый вечер, привет из Тулы. Здравствуйте. Татьяна у нас является еще и очень хорошим экстрасенсом, можете обращаться к ней. Наталья Замойская и Татьяна Казакова, великолепные экстрасенсы, они работают вместе со мной, можете обращаться. Александр Клименко, здрасте, Андрей Андреевич, здрасте, Саша. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, можно ли купить первую ступень, просто приехав к нам в офис? Можно. Добрый вечер из Литвы, здравствуйте. Не понял, на грузинском написано «Солнце, солнце». Здравствуйте, здрасте, солнце. Добрый вечер из Риги, здрасте. На грузинском было написано. Камарджоба надо читать, да? Здрасте, Андрей Андреевич из Бишкека, Кыргызстан, здрасте. Маргарита Самара, здрасте. Добрый вечер, здрасте. Добрый вечер, Андрей Андреевич из Казахстана, здрасте. Из Череповца, здрасте. Из Минска, здрасте. Начинаем. Итак, как же мы ощущаем нехватку энергии, как же эта энергия из нас уходит? И когда вы начинаете заниматься эзотерическими практиками и начинаете работать с кем-то, то очень часто вы можете это как-то замечать. Сегодня я хочу рассказать, как же мы можем идентифицировать негативное влияние. История моей практики очень... Так бывает, что я иногда берусь за людей, которыми занимаются те люди, ну, допустим, семья, там мужчина и женщина, прожили вместе 45 лет совместной жизни, и вдруг он уходит к 27-летней девушке. При этом у них нажитое имущество, у него не очень хорошо с потенцией, он не самый красивый и, наверное, удачный жених, который может быть. Девушка, по глазам написано, ну, он ей не нравится, и там все это понимают вокруг. И когда он женился на этой женщине, у них была любовь, она длилась долго, он ее добивался, у них 3 или 4 детей, огромное количество имущества, совместный бизнес. Всю свою жизнь они вместе ездили отдыхать. У них великолепные отношения, они каждое утро просыпаясь целовались, каждый вечер засыпая обнимались, понимаете? И ничего не предвещало никакой беды. И после этого вдруг в один момент он собрался и сказал, мне нужно уехать там куда-то, я уезжаю. После этого куда-то уехал и приехал уже с девушкой, через 4 дня ее привез к себе в офис и сказал, это Зина, я с ней буду жить. Естественно, женщина ко мне приехала и говорит, для меня это шок, для моих детей это шок, для всех близких шок. Андрей Андреевич, что можно сделать? На самом деле то, что я видел, было связано с конкретной магией, потому что человек вел себя совершенно не так, как он жил и вел себя в обыкновенной жизни. То есть он совершенно по-другому начал относиться к этой женщине, глядя на нее, она говорит, он меня никогда не презирал, он никогда меня не называл матом, он вообще очень интеллигентный, хороший человек. И в этот момент он вдруг за несколько дней начал материться, начал выпивать, начал приходить домой, на нее вытаращиваться, кричать. Что же произошло? Этот мужчина, он очень высокопоставленный чиновник, и когда у него не было денег, и все жили, и все было хорошо, ничего не происходило. А это вдруг у него появился сумасшедший достаток, и, естественно, в этом сумасшедшем достатке вдруг появилась вот такая нужная ему женщина. При этом он сразу же начал вытаращивать глаза и кричать, что я ничего никому не дам, я все заберу, все на мне, никто ничего не получит, мои дети мрази, моя жена дура, все сволочи вокруг. Перестал общаться со своими друзьями, его лучший друг ему позвонил, говорит, что ты делаешь, он говорит, ты тоже идиот. Одним словом, я люблю только Зину и все, больше других вариантов никаких.
После этого я начал работать, потому что обратилась жена, и начал работать до того момента, пока это не стало отдельной семьей. Почему? Есть такая особенность. Вы понимаете, в случае, если уже образовалась семья и они официально расписались или официально обвенчались, то я их воспринимаю как отдельная семья, независимо ни от чего. И если он ушел, допустим, от своей жены и пришел к своей новой женщине, и после этого они расписались и обвенчались, то я помогать не буду. Объясняю почему. Они уже фактически новая семья. У меня есть принцип жизни. Я семьи не разрушаю. Понимаете? У меня есть принцип жизни. Я в семьи не разрушаю. Поэтому даже если она нечестным путем была создана, но они уже являются официально зарегистрированной семьей, то я в это все не вмешиваюсь. Сразу же было понятно. Официального у них ничего нет, но она просто знает. И она сразу же начала его тянуть. Давай поедем на христианский праздник и обвенчаемся. Почему? Она четко понимает, что нужно делать, понимаете, ей кто-то управляет, девочка подкованная. После этого даже сделали информацию по этой девочке. Оказалось, что девочка всегда имела мужей только богатых, мужья умирали от инфаркта сердца, знаете, и обычно выбирает вот таких престарелых, беззубых пердунидзев, которые там не очень хорошо себя чувствуют уже, понимаете, естественно, создает образ невероятной влюбленности, чего они уже никогда не ощущали, дает им, наверное, какое-то понимание того, что они вдруг спустя 40 лет своей жизни или 50 или 60 стали вдруг какими-то сексуальными гигантами мысли и так далее. И после этого у них головокружение начинается от своей сексуальной гигантности, и они начинают в этот момент страдать. Эти мужчины, естественно, дурея, совершают вот такие ошибки. Даже попытались встретиться, объяснить это мужчине через его друга. Ничего, планочка падает, перед глазами белый экран появляется, мужчина как не в себе. Но девочка сразу его потянула, но когда приехали в церковь, был праздник какой-то, и батюшка отказал, сказал, сегодня вас венчать не буду. Естественно, обратилась жена, говорит, нужно срочно что-то с этим делать. Начал проводить работу и начал ощущать на себе неприятное влияние. Почему? Потому что с той стороны находится тоже кто-то. Итак, как мы это у себя ощущаем? Могу рассказать. Вечером начинают болеть сосуды, жилы и суставы. Понятно? Если болят вечером сосуды, жилы и суставы, это значит, кто-то тянет из этих мест энергию. Обычно это берется в нижних чакрах. То есть это сосуды, жилы, это все как кто-то вытягивает. И ощущение болезненное. Если у вас настроена энергетика правильно, то у вас мгновенно появляется расстройство кишечника. Если у вас работает энергетика на состоянии гармонии, то после того, когда у вас это появляется, вы ходите там 1, 2 раза, 3 раза в туалет, по-большому, как будто у вас расстройство. В этот момент они получают по лбу. Это если у вас очень хорошо работает энергия, как у меня. В случае, если не хватает этой энергии, то мой совет – сядьте вечером и начните выполнять практики накопления энергии по методу нашей школы. Это метод дыхания СОХа. Помните, я когда-то рассказывал, на вдохе СО, после этого задержать дыхание, на выдохе Х. А также практиковать метод дыхания, который называется НАМ и на выдохе ТХА. Когда человек очень быстро дышит. Как? Если вот так делать, то у вас отрезаются все элементы влияния на вас. Понятно? Все элементы влияния на вас, те, которые работают по принципу РИМС. Я не знаю, когда-то рассказывал, наверное, на порчах из глазах и говорил, что существуют разные элементы влияния на человека. Там 22 класса духов, и такие духи, и такие, и они там по-разному влияют. Есть класс духов, называется РИМС. Так вот, влияние духа в РИМС – это влияние через нижние конечности. Человек ощущает в нижних конечностях, ощущает, будто кто-то оттягивает энергию. Это как бы жилы вытягивают и наматывают прямо. Может быть ощущение, будто жилы натягивают. В это время ночью обязательно должны сниться сны. Какие? В снах вы должны ощущать, будто кто-то у вас что-то забирает обязательно. Также вы должны решить какой-то вопрос. Также очень часто снятся собаки, цыгане, евреи в одеждах
или снится, возможно, то, что может вызвать у вас состояние возбуждения, там, полового, нервного, психофизического, эмоциональное. То есть это ревность, которая вызывается в ночное время и так далее. Также первые признаки того, что на вас влияет ночью, это то, что вы, просыпаясь, ощущаете холод в конечностях. Холод в конечностях. Здравствуйте, Андрей Андреевич, aus Deutschland. Guten Abend. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Встретил очень хорошего, заботливого мужчину. Хочет семью. Скажите, пожалуйста, как определить, мой ли это мужчина? Почему-то я сомневаюсь. Очень легко определить. И сомнения ваши, они напрасны. Если вы встретили мужчину и начинаете с ним жить, то первой бумажкой лакмусовой, как бы первым признаком, это накопление взаимного денег. Это взаимное накопление денег. Если вы живете 5 лет, у вас нету за душой ничего, значит вы жили неправильно, мужчина вам не подходит. Если с первого дня у вас приумножение финансовое, у мужчины получается больше зарабатывать, у вас больше зарабатывать, то значит все хорошо. В случае, если у вас во время того, когда вы встретили мужчину, деньги пропали, молочница началась, у него начался простатит и геморрой, все, бегите друг от друга. Это значит, вам жить вместе не нужно, ну никак нельзя. Мужчина и женщина, если все очень правильно, наоборот, вылечиваются простатиты, исчезают молочницы, половые заболевания исчезают. После этого формируется материальный очаг, здоровье улучшается, все начинают себя лучше чувствовать. Человек бежит или торопится прийти как можно быстрее домой. Женщина не может никак отпустить своего любимого мужчину, старается создать иллюзию, или даже не иллюзию, а старается максимально... Зачем иллюзию? Старается наоборот создать не иллюзию отдыха и каких-то там, возможно, желания помочь этому человеку восстановиться, потому что понимает, что там мужчина работает, он тоже старается максимально помочь такой женщине. Таким образом, это очень показательно, потому что очень часто мужчина с женщиной встречаются, у нее были накопления, у него начали жить, у нее пропали накопления, у него, после этого дальше продолжает, у него проблемы с бизнесом, у нее, после этого у них еще и половые какие-то проблемы, у нее герпес начался, у него там предстательное начинает болеть, потом у него геморрой, неприятности, какие-то с милицией, какие-то проверки. Все, конец отношениям, можно завязывать и куда-то разбегаться. Вот так. Я не могу понять, мне что, не видно и не слышно? Скажите, та тема, которую я начал рассказывать, она интересна или начать вновь посвящать данный вебинар шумам? Вам не надоело? Все время третий вебинар рассказываю шумы, шумы, шумы. Что там выбирать? Я не могу понять. Смотрите, шабри это значит продадите что-то очень легко. Вы слушаете шабри, продадите сейчас квартиру, машину, там, я не знаю, супруга. В случае, если будете джалу-джару слушать, то тогда за год у вас полностью изменится жизнь, и у вас будет бесконечное материальное благополучие. Третье, там есть шанкара, это деньги мгновенно. То есть слушайте деньги мгновенно, деньги появляются мгновенно. Вам надо сегодня деньги или потом? Если потом, то будет сумма больше. Если сегодня, сумма меньше. Какая больше интересует? Наверное, кого-то сумма потом, ну, большая, кого-то сумма сегодня, но можно меньше. Почему? Кому-то на сегодня не за что жить, а кого-то не удовлетворяет то, что он получает сегодня. Естественно, очень рекомендую слушать шум, который сегодня приносит. Это шум шанкары. А шанкара еще и интересна тем, что у человека появляется еще и мозг. Если вы не знаете, чем заниматься, каким образом предпринимательской деятельностью заниматься, не можете ничего начать, ничего придумать, вам нужно слушать шанкару. Как долго можно слушать? Ребята, можно слушать долго, даже час, можете полтора. Если ничего не помогает, 3 часа слушайте. Ложитесь, слушайте, только глаза не закрывайте. Почему? Шумы нельзя слушать с закрытыми глазами. Я это уже раньше говорил. Шумы слушаются только с открытыми глазами. На вопрос, а можно ли не ученикам школы слушать шумы? Да. А если все очень плохо, можно? Можно. А если ничего не происходит, можно? Можно и нужно. А если там еще что-то, все можно. Включаете шумы, слушаете. Там мужчина какой-то написал: Андрей Андреевич, я хочу гарантию. Обещаю, если ничего не происходит, то я деньги не выплачу. Почему? Никакой гарантии я не даю. Почему? Потому что гарантию можно давать в случае, если у человека есть психическая энергия. А если психической энергии нет у человека, он без конца испытывает состояние страдания, то ему эти шумы как мертвому примочка к язве. Понятно? Поэтому должна быть психическая энергия. Каждый раз, слушая шумы на отдачу,
или привлечение, вы расходуете психическую энергию. Она возникает тогда, когда мы восхищаемся и испытываем состояние радости и удовольствия. Вот эти моменты, когда мы делаем так, ой. Сейчас уже выложен шум, который называется накопление психической энергии. Это тот звук, от которого хочется танцевать. Но не всем людям, потому что в случае, если есть внутренние паттерны, то они выплывают на поверхность и появляются депрессивные эпизоды. Да, у некоторых людей шум повышения психической энергии может вызвать депрессивные эпизоды. И что? И слушать. Почему? Пускай они появляются. Они появляются, уплывают, отрываются, исчезают. А так они будут у вас навсегда. Асте, тема интересная. Прохожу вторую ступень. Цыгане на днях снились. Двое ограбили меня. Ограбили — это хорошо. Зарезали вы их — плохо. Забрала свой кошелек — плохой сон. Удивительно, но внутри спокойно было. Кошелек забрали цыгане и цыгана зарезали. Как трактовать этот сон? Перевожу. Самый близкий человек у вас ворует. То есть это близкий кто-то ворует. Кто? Сын, зять, там кто-то, кто вхож в квартиру и ест с вами с одной тарелки. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, про эгрегор, что это такое, не сейчас. Итак, как мы чувствуем это, то, о чем я говорил. Мы обычно это, в случае, если на нас кто-то влияет, то мы это чувствуем в виде: пекут ноги вечером, болят суставы на ночь, болит поясница. Как мы это можем все пресекать? Вечером мы проводим практику, при котором вдох мы делаем длиннее, чем выдох. Таким образом, какие я рекомендую? Нам на вдохе, тха на выдохе. Что такое тха? Бам, дзам и тха — это звуки, которые отрезают от человека все нити. То есть, если вы будете вечером читать нам и после этого на выдохе дза, нам, после этого на выдохе бам, после этого нам на выдохе тха, вы этим отрезаете все нити. Какие это? Нити болезни римс, нити болезни гьял и нити болезней дзам. Вот так. Есть такие нити вот таких болезней, которые можно передавать и которыми можно влиять на человека. Также проводить обыкновенное дыхание соха. На вдохе стараться как можно больше вдыхать, на выдохе как можно меньше выдыхать. Таким образом вы будете отрезать все нити, потому что у вас будет происходить перенакопление саттвической энергии. А саттвическая энергия, она в вечернее время убирает все подключения человеческого эфира и все подключения любого чужого сознания. Почему? Чужое сознание — это солнечные нити, которые проникли и хватают вас за ноги. Понятно? Мы это можем отрезать только при помощи саттвической энергии. Она возникает только в вечернее время или ночью. То есть, если вам плохо, у вас уже расстройство началось, если вам плохо, у вас уже сосуды, ноги, суставы болят, то тогда вам надо выполнять саттвические практики в вечернее время. На вдохе делать вдох как можно длиннее, выдох как можно короче. Таким образом вы будете так отрезать вот эти вот нити. Понятно? Будет легче мгновенно. А с той стороны будет хуже намного. Почему? Потому что у них будет сразу же идти переизбыток ваджарной энергии в ночное время и будет вызывать сильнейшие головные боли. Понятно, да? Поэтому с той стороны работают, с этой стороны улыбаются. Все в порядке. Если до вечера, вот у меня в моей жизни, начал работать с такими людьми, до вечера начали болеть ножки. Сел вечером, я знаю, что делать, я подкованный человек, понимаю, что со мной происходит. Начал работать с саттвическими энергиями, на вдохе сат, на выдохе тва, на вдохе ом, вернее на вдохе со, на выдохе ха, и на вдохе длиннее вдох, на выдохе короче выдох, также нам тха, и после этого сразу же стало лучше. Ночь поспал, утром проснулся, супер. Вы представляете, оказывается, так мы можем контролировать. Также ваджарная энергия — это чужие мысли. Что дальше нужно делать? Но часто мы можем подвергнуться еще и магии. Эта магия может называться кладбищенская магия. Это когда нас, допустим, как адепта, кто-то заказывает, платит за это большие деньги и может использовать куклу, а также может использовать кладбищенскую там пыль, кладбищенскую землю, ложить в гроб человеку, в рот там фотографию, чтобы жевал, там на сковороде жарить, знаете, и так далее. И это тоже в своей жизни происходило. Могу научить, как от этого избавляться. Ребята, да нереально воздействует на меня. Я это все прошел, и Крым, и медные трубы. Я знаю, что это такое. Были люди, которые собирались между собой по 10 человек. Приходили в глаза, смотрели и кричали: мы тебя порвем.
Мы будем каждый по очереди, каждые 6 часов влиять на тебя, сжигать твои фотографии, жарить на сковороде с человеческой кровью. Тебе придет конец. Да, auf Wiedersehen вообще. Почему? Я знаю, как с этим можно сражаться, как это все делается и что с этим можно делать. Для этого необходимо вечерний контроль сознания. Каким образом он происходит? Закрывая глаза, начните произносить какой-нибудь стих. Могу вам и дать такой совет. Вечером, закрыв глаза, смотрите закрытыми глазами вперед и произносите какой-нибудь стих своим внутренним голосом. Допустим, широка страна моя родная, много в ней листов полей рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. После этого лежите и ждете, вновь ваш голос появляется или нет. В этот момент, если есть кладбищенская магия, то должен появиться голос по тембру, отличающегося от вашего голоса. Вот если он появился, скажите, пошел, и дальше матом про себя, закрытыми глазами. И все помогает отлично. Это волшебное трисловие очень рекомендую использовать только в одном случае, если вы лежите с закрытыми глазами и слышите вот такие голоса. Почему? Неуважение к этой энергии заставляет эту энергию отдернуть от вас щупаться. Понятно? Она боится такого огня. А вот она уже сатвическая. Микрофончик. В вечернее время, когда человек ложится, он может почувствовать на себя влияние. Есть даже практика такая по идентификации такого влияния. Я обычно своим ученикам не рассказываю, но раз сегодня такая тема, я могу рассказать. Человек должен понять, кто этот голос, который разговаривает в середине его, и должен идентифицировать его как свой персональный голос. Как я это делаю? Один раз в день я произношу определенный звук. Он должен быть короткий. Этот звук аум, допустим. Аум. И после этого с закрытыми глазами я начинаю слышать свой персональный голос в том тембре, который я его услышал своими ушами. То есть он должен в моей голове повторяться только в моем тембре. Это мой персональный внутренний голос. Все. Если появляется другой тембр, то это не мой персональный голос, и все остальные голоса я посылаю. Понятно? Если я вечером ложусь спать и слышу, что там помимо моего тембра голоса появляется еще чужой тембр голоса, то после этого этот тембр голоса идет на 3 веселых буквы. Вот какой кошмар. И это великолепно и очень хорошо работает, причем купируется мгновенно. Таким образом, любая кладбищенская магия будет играть не в сторону того человека, который обращается. Почему? Такая магия – это магия зла. И к этой магии зла ее можно развернуть только злом. То есть, получается, клин можно вышибить в этот момент только клином. Поняли? Поэтому мужчина или женщина, которые лежат и начинают петь или произносить свой внутренний аум, допустим, в этот момент хорош аум, и что ты? Обычно такие голоса они используют или маты, или какие-то ругательственные элементы анализа. И они в вашей голове создают ругательные элементы анализа. То есть это что-то начало ругаться. Если вы это идентифицируете, сразу же посылайте. Говорит, да, пошел ты, и дальше туда пошел. Конец. Отпускает мгновенно. Вы заметите, одного раза достаточно. Если идентифицировал, то споймал. Если идентифицировал и споймал, то пошли. Все. Видите, как все просто работает. Гениально. Все гениальное просто, ребята. Таким образом, идентифицировать влияние на свое сознание можно, особенно в виде вечерней или ночной кладбищенской магии. Можно ли влиять на такого человека? Да нереально. Почему? Потому что кто-то подключает, и это работать может только ночью, через вот такую энергию сатвическую. И после этого эта сатвическая энергия ночью, по идее, должна включать второй голос, который подключается к моему персональному голосу, внутреннему, и подкидывает туда, не моим голосом, подкидывает туда какие-то идеи. То есть там, как обычно у человека это проявляется. Если такой вирус вошел в ваше сознание, то вам на протяжении дня обязательно хочется поматериться. Вам на протяжении дня обязательно хочется кому-нибудь хамануть, понимаете? И идентифицировать это легко. Вечером легли, закрытыми глазами вспоминайте, как звучал ваш голос днем, пытайтесь произнести какие-то стихи красивые по возможности. Если кто-то вмешался, посылайте. Конец. Оказывается, все гениальное легко делается.
Андрей Андреевич, получила ваши шумы, прекрасная фигура и ясный ум, привлечение клиентов. Благодарю. Помогите советом. Я так поняла, привлечение клиентов надо слушать вечером, а прекрасная фигура в случае, если она должна похудеть утром. Все шумы, которые должны отдавать что-то, их нужно слушать утром. Вы должны отдать часть туловища. Наверное, отдать. Тогда слушайте это утром, если приобрести вечером. У нас есть великолепный препарат Каолин. Сегодня Аня пришла. Аня, Юля, что ж такое? Наташа, Аня, Юля. Сегодня Юля пришла, она рассказала историю. Сколько муж принимал по времени? Можно я вообще расскажу это? Муж принимал 15 дней Каолин по 1 столовой ложке на стакан воды, да? 1 раз в день. Муж принимал вечером 1 стакан воды, 1 столовая ложка Каолина. За это время, за 15 дней, похудел на 15 килограммов и перестал храпеть. На 5 килограмм. Прибрехал. Но мы же в Украине, понимаете, мы же должны равняться на своих руководителей. Поэтому похудел на 5 килограммов. Почему похудел на 5 килограммов? Я сегодня говорил, это глисты, скорее всего, были в почках и в поджелудочной железе. Таким образом, убрать это смог. Обычно храп исчезает. Аналогично. Сейчас перестал храпеть, потому что тоже месяц пил Каолин. Не храплю. Несколько раз у любимой жены спрашивал, говорит, не храпишь, все нормально. Я ночью встаю к ребенку, не слышно. Почему? Каолин помог, оказывается. Хорошее средство, но она похорошела, я на нее смотрю, у нее цвет кожи изменился. Ну, ты на мужа, наверное, смотришь, цвет кожи поменялся. Особенность Каолина заключается в том, что прежде всего кожа становится какой-то как из мячика сделанная, резиновенькая такая. Почему? Максимальное средство омоложения. Где можно заказать? У нас напрямую. Живем с мужем 14 лет, душа в душу, сыну 12 лет, все у нас хорошо. Но у меня разрушился бизнес, начались проблемы со здоровьем, обнаружили новообразование. Получается, мы не подходим друг к другу, что же делать? Тогда все в семье у нас нехорошо. Нет, это не связано с тем, что бизнес разрушился, вы живете там плохо. Вы просто забываете правила эзотерики и ведения бизнеса. Одно из правил: корабль никуда не плывет, если у него нет четкой задачи, куда ему плыть. Нельзя делать бизнес просто так. Я как говорил, это хочу еще раз повторить. Ребята, всегда делайте бизнес с определенной целью. Каждый день, каждое утро, когда я захожу сюда в офис и сажусь на этот стульчик принимать людей, я произношу слова. Мой сегодняшний бизнес я посвящаю своей семье и ее материальному благополучию. Представляете? Таким образом, это посвященный чему-то день. Если он ничему не посвящен, то тогда ничего не будет происходить. Если вы никуда не плывете, если у вас нет назначения порта и вы корабль, то вы никуда и не приплывете. Таким образом, могу вам сказать, что для того, чтобы у вас что-то произошло, нужно обязательно, чтобы это происходило ради чего-то. Просто так ничего не происходит. Получила ваши шумы, прекрасная фигура, ясный ум, привлечение клиентов. Благодарю, помогите советом. Так я же уже все рассказал. А у меня снизился иммуноглобулин с 2400 до 40. Так сработал Каолин. Хорошо, разве это плохо? Это хорошо. Можно ли пить Каолин беременным? Можно. Я ваша ученица, первая ступень моей внучки, 7,5 лет, считает, пишет в школе, она средняя. Слух, зрение и здоровье в норме, занимается балетом, но плохо. Не может держать позиции, разносит в разные стороны, вообще похожая координация движений. До сих пор не можем освоить, как прыгать на прыгалке и как раскачиваться на качелях. Что может быть, как помочь? Это, скорее всего, сформированный абсистентный синдром или абсистентный пирамидальный синдром. Что нужно делать? Нужно сверху поливать водичкой, так, чтобы водичка стекала по затылку, по позвоночнику вниз. А также делать массаж, и этот массаж должен двигаться сверху вниз, то есть от затылка вниз каким-нибудь ролетиком таким с иголочком и так далее. Когда часто снится покойный муж, но он уже строит в одном сне сарай, отлично, и разводит хозяйство, дает мне деньги. Деньги плохо, если дает. Деньги – это ссоры с близкими, которые связаны с мужем по крови. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сегодня случайно разбила среднее зеркальце. Это опасно? Безопасно. А какую мантру можно почитать от ангины? У меня сегодня горло внутри справа со вчерашнего дня болит от холодного молока, видимо. Ну что с вами?
Онкозвуки надо слушать утром, можно слушать утром и днем, и даже ночью. Ваши шумы прекрасно фигура. Что вы мне одно и то же задаете? Или слушайте, или не пишите. Андрей Андреевич очень зависим от погоды. В солнечные дни все отлично, но если нет солнца, полный депрессняк, что делать, от чего такая реакция? Не хватает витамина D3 и фолиевой кислоты. Нужно купить в нашей компании препарат витаминный комплекс и попринимать его. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Иногда такое ощущение, что в квартире кто-то находится. Знаю, что кроме меня никого нет. Что это может быть? Может, мне к психиатрам обратиться? Спасибо за ответ. Вот в этом случае очень хорошо поможет произнесение мысленного аума с прогонянием вот этого звука. Скорее всего, вот эта эктоплазматическая энергия, она обязательно после определенной концентрации начнет вступать с вами, да, в контакт, обязательно. Не позволяйте соединяться с вашим сознанием. Этой энергии только и нужно проникнуть в ваше сознание, заменив голос. Сначала она заменяет голос нашего сознания, после этого заменяет наш собственный голос. Замечали, есть такие люди, раньше с одним голосом разговаривали, прошло 2-3 года, другой голос появился. Почему? Это вселение в сознание. Это вот такие констатации фактов. Я ваша ученица, прошла 2 ступени, благодарю, очень круто, переезжаю в квартиру, ура, кайфуйте от жизни, супер. Андрей Андреевич, постоянно болит шея, голова, особенно вечером, что это? Это тоже влияет? Нет, голова вечером болит, это не влияние, вечером могут болеть только ноги. Вот если ноги болят у вас, если болит у вас там за коленом, под коленом, тазобедренные, поясница, если при этом у вас диарея, то это супер влияние, очень мощное и достаточно профессиональное. Вообще, это очень хорошо. После этого, если диарея у вас, это ваш организм энергетически справляется. Если нет, значит не справляется. А если запор, ну, нехорошо. Андрей Андреевич, здрасте. Хочу поблагодарить Наталью Николаевну Замойскую. Все, как она сказала, так и вышло. Появилась ясность в происходящем. Хочу поблагодарить вас, Софию, за препараты. Они мне очень помогли. Пожалуйста. Шифу-учитель, всем доброго вечера, спасибо. Игорь является тоже учеником нашей школы. Он проводит сеансы сангая. Это сеансы дыхательные, где вы можете поработать со своей энергией. Очень рекомендую его выделить и в дальнейшем зайти в его группу в Фейсбуке для приглашения на вот такой СНГ. Андрей Андреевич, спасибо за шумы. Приобрела все шумы. Вопрос против эпилепсии. Какую слушать? Там их 3. Вот все 3. Почему эпилепсии могут быть разного рода? Это абсансы, это могут быть пароксизмы и могут быть эпилептические судороги. Вот все 3 шума будут устранять все 3 проблемы. У нас есть девушка, она сегодня приезжала, очень благодарила. Дочь на протяжении 11 лет болеет эпилепсией. После приема препарата, который у нас называется Морбустоп, произошло ухудшение. Ухудшение длилось на протяжении 2 месяцев. После этого судороги прекратились полностью. Судороги прекратились полностью, до этого 11 лет болела. Но когда судороги у нее были на фоне приема препаратов, они были у нее частые. Она мне звонила и материлась. И вот сегодня ей было безумно стыдно, когда она ко мне пришла и говорит: вы мне, наверное, помните. Я говорю: да я откуда вас помню, у вас таких, как вы, еще 1000 человек. Она говорит: я матюкалась когда-то, когда у дочери были судороги, я вам звонила и кричала: какого там... Я ей говорил: не надо переживать, просто давайте. Она говорит: так а что просто... И сегодня она говорит: надо же, у моей дочки полностью прошло. Извините за то, что я тогда материлась. Я говорю: ну, конечно, сердце матери не безразмерно, оно заботится о дочери. Естественно, я попал под горячую руку, все в порядке. Она говорит: чем я могу вас отблагодарить? Я говорю: ну, дайте мне $100. Нету, ну что ж, тогда ничего не надо. Итак, Андрей Андреевич, если горит голова после практик, то это перебор? Нет, все правильно. Я открываю лотос, выпускаю пары. Какие лотосы, какие пары? Я вас что, когда-то обучал открывать лотос и выпускать пары? Кто проходил 6-ю ступень? Я говорил о том, что если сверху что-то не так открыть, потом будет большая халепа с этим. Помните, я говорил об этом? Можно такого навыпускаться, вы потом такого наделаете. У меня так много людей, которые страдали от того, что они неправильно выполняли практики, и после этого может... Вот если с открытыми глазами лотосы выпускать, то после этого могут развиться такие состояния, как бессонницы, панические атаки, депрессивные эпизоды, нервные состояния, потеря части памяти. Кто вас этому учит? Какие лотосы? Где вы это берете? Слушаете Довлатова, идите к нему лечиться потом. Потому что
Лотосы Далатов нарастил, после этого никому не объясняет. Из них порывы повыпускали, но лечиться приходите к Дуйко потом. Понимаете? Ну идите тогда к тому, кто учит вас лотосы эти делать. Потом Андрей Андреевича слушала шумы, лотосы там ставила, порывы пускала, и теперь мне не лучше, а хуже. Но я вас просил эти лотосы делать. Что с вами вообще? Какие лотосы? Идите обучайтесь там, где вас обучают из лотосов порывы выпускать. Я не являюсь ученицей вашей школы, но просмотрела вебинары в соцсетях. Со мной стали происходить чудеса. Люди вернулись, мне старые долги. Итак, в случае, если у вас отдают старые долги, и вы считаете, что я в этом виноват, то тогда я рекомендую присылать мне часть этих денег. Почему? Потому что, знаете, спасибо, Андрей Андреевич, мне долги вернули. Какое спасибо? Приклейте что-нибудь и все. Спасибо. Спасибо не булькает. Сегодня пятница, мне же нужно сегодня что-то выпивать. Знаете, что я буду покупать? Я только хорошее пью. Лотосы буду ваши выпивать. Или что? Сегодня никто ничего не принес. Это странно, конец недели, алкоголь никто не принес. Не приносите мне алкоголь, моя жена переживает. Сейчас, одну секунду. Так что мы там, значит, делали дальше, продолжаем. Как там Никулин делал, подходи, не стыдись, покупай жопись. А Оксана тут нормально принесла, вон целый стакан. Сейчас, одну секунду. Продолжим. Это что, ты виски налила сегодня сюда? Спасибо. С ликером, нормально. Виски с ликером, чтобы меня бодрило, все в порядке. Дорогие товарищи. Добрый день, Андрей Андреевич. Боль в тазобедренном суставе справа, что посоветуете? Ну, скорее всего, это коксартроз. Можно поделать медовый массаж. Андрей Андреевич, поднимается ли к вечеру температура? Когда, почему, нормально ли это? Нет, температура поднимается вечером очень часто на фоне, скорее всего, либо повышающегося давления, либо гормонального какого-то сбоя. Гормональное, как правило, это либо климактерическое, либо связано с какими-то гормональными процессами. Температура может подниматься. Если утром поднимается, то это, скорее всего, с пневмониями связано. Смотрите, чем ближе к ночи температура, тем ниже то место, с которым связано поднятие температуры. Смотрите, на ночь поднимаются яичники или там, может быть, геморрой там или еще что-то. А если с утра, то это скорее температура на фоне нейроинфекции, заболеваний горла, там, заболеваний легких. Поняли, да? То есть чем позднее температура, тем ниже расположение. А если она и утром, и вечером, ну это может быть вирусная инфекция какая-то и так далее. Наталья, это может быть нерв воспалился, который находится в седалищной ягодице, за которой стороной бьет сустав, болит, налепите на это перцовый пластырь. Правильно, перцовый пластырь, бешафит-гель, диклофенак, вольтарен-гель можно. Йодовую сеточку поставить. Андрей Андреевич начала слушать шум приобретения материального благополучия, пока что без изменений. Скажите, чем особенен этот шум? Данный шум особенен обретением материального благополучия. Вот если будете слушать его, то обретете материальное благополучие. Еще раз, шум зависит от того, насколько вы хорошо накапливаете и формируете психическую энергию. Поэтому, если вам нужно, чтобы шумы срабатывали мгновенно, не забудьте покупать шум накопления психической энергии. Сейчас этот шум уже есть. Духовное и психическое – это одно и то же. Кашель появился при прослушивании шумов. Это нормально? Конечно. И должен быть кашель. И там девочка писала: Андрей Андреевич, у меня и ноги, и суставы болят, и ломит, и меня выкручивает, и плачу, и панические атаки, депрессию. И это все правильно. Поделайте это, вас вылечит от вообще чего-то непонятного. Эти шумы – это невероятно энергетическое, там, ну, я не знаю, по мощности и влиянию на человека, наверное, энергия. Скажите, пожалуйста, можно делать, чтобы не укачивало в машине? Для того, чтобы не укачивало в машине, нужно выпивать 1 чайную ложку любого алкоголя, желательно коньяка. Как только укачало, в рот 1 чайную ложку коньяка пополоскать и проглотить. Или что-либо горькое. Я не знаю, очень хорошо помогает, если положить в рот гвоздику, ее разжевать и держать. После этого не укачивает вообще.
Почему? Гвоздика, зернышко, оно горькое и пекучее. Если его в рот взять, рассосать и раскусить, то после этого не укачивает ни за что. Даже если играть в компьютере, при этом слушать музыку, что угодно делать, не укачивает. Или там кусочек чего-то очень острого. Можно облизать красный перец, выпить. Ну, самое лучшее это выпить 50 грамм виски или коньяка. У нас на морской курс, кто приезжает, мы выезжаем в горы и едем в Ялту. Обычно всех укачивает. Я всем даю по ложке столовой, ну или по глотку коньяка какого-нибудь. Всем так нравится. Да, сразу же всех укачивает. Ребята, есть ли у вас шумы для оздоровления ребенка? У меня всегда создается такой вот вопрос. Но неужели я должен... Вот у меня в течение дня сегодня было около 200 человек. После этого было еще там около, ну, я не знаю, 10 разговоров по скайпу. Также был банк, встречи сегодня были. Люди, ну, утром онкобольную привозили, я выходил там с кем-то общался еще. У меня есть ряд забот и так далее. Неужели вы думаете, что я буду подбирать вам шумы? Андрей Андреевич, какой мне шум лучше подобрать? Скажите мне, подберите для меня шумы. Что с вами? Да вообще не интересно, я не буду этого делать. Я вам вообще могу дать рекомендацию. Какой мне выбрать шум? Не выбирайте никакой, не нужен он вам. Не занимайтесь этим, идите дальше. У нас большой интернет-бизнес, вообще в сети есть все, идите ищите дальше. Не трогайте меня, мне есть чем заниматься, у меня вот такой вот фронт работы, ну, невероятный просто. Поэтому, когда я такие вопросы вижу, это меня ухмыляет, и после этого, что я должен сделать? Сейчас бросить вести вебинар, который посвящен злым духам, перейти и найти вам аудиошумы, и после этого посоветовать, чтобы что? Чтобы заработать $30 от вас или как? Ничего не могу понять этого. Что-то Дуйко сегодня злой, знаете. Ну так мы же о зле говорим сегодня. Андрей Андреевич, невыносимая боль на левой ноге под пальцем, невозможно встать на цыпочки, как облегчить. Гипотромбиновой мазью нужно намазать сзади бедра, а также там, где болит, а также можно выпить сегодня диклофенак. И нужно посмотреть, нет ли тромботизации. Андрей Андреевич, с кем связаться по поводу оплаты? Данила Шиханин сейчас напишет, можно связаться с ним. Андрей Андреевич, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли самой определить, есть ли венец безбрачия и все, что с этим связано? Смотрите, я вас сейчас нарисую. Вам для того, чтобы определить, есть венец безбрачия или нет, нужно сделать фотографию своей ауры. Сейчас я нарисую ауру обыкновенного человека. Вот так она выглядит. Видите, аура обыкновенного человека. В случае, если аура имеет венец безбрачия, то будет выглядеть следующим образом. Пробоины в верхней части и пробоины в нижней похожи на полумесяцы. Видите? Похоже на полумесяцы. Вот если есть полумесяц сверху, и если есть полумесяц снизу, то это и есть венец безбрачия. Я об этом раньше рассказывал. Если сделать аурографию или попробовать сделать ауромером, я не знаю, как правильно он называется, там эффект Кирляна используется, да, то есть снять вот эту ауру и посмотреть даже графическое изображение ауры. Если у вас сверху в виде полумесяца и снизу в виде полумесяца есть истончение энергетического кокона, то это, скорее всего, у вас стоит венец безбрачия. Понятно? Если все хорошо, если только снизу или только сверху, венца безбрачия нет. Андрей Андреевич, как работает шум от старости? Молодеете. Если прослушивание некоторых шумов начинают гореть уши, что это? Это выходит психическая энергия из сознания. Во сне 2 дня покупаю маленьких котов-собак, дома выращиваю их и потом отдаю их кому-то, но денег взамен не беру. Делаю это, скрываю от всех. Можете, что это значит? Почему вы считаете, что я должен сегодня трактовать во время этого семинара ваши сны? У вас есть хороший способ зайти в интернет и после этого найти, что сны значат. Или неужели вы считаете, что я должен вам сейчас эти сны рассказывать? А кому жабы снились, кому коты? Что с вами? Итак, ночью лежа вы можете представлять, будто вы слышите свой персональный голос и после этого идентифицировать в этом голосе чужой голос. Если вы начали идентифицировать чужой голос, то можете этот голос послать
и после этого сможете понять, есть ли у вас влияние чужеродной силы, кладбищенской магии или любой другой магии. Если вы это будете делать, то все может исчезнуть. Наше сознание, оно со временем, когда мы проходим ступени, становится сильнее, и вы таким образом можете это сознание прогнать, которое на вас влияет. Это очень легко идентифицировать, очень хорошо работает. Следующее. В моей жизни была такая проблема, очень сильно начали трястись руки. Очень начали трястись руки, и начал себя чувствовать не очень хорошо. И так было у меня это в жизни было на протяжении нескольких месяцев. И вот что я придумал сделать. Я сел, поднял вот так вот свою руку и начал ее вычитывать. Начал говорить, вот что ты трясешься, ну собери себя в кулак, перестань трястись, как же ж тебе не стыдно, сколько это может продолжаться. А ну соберись, какого фига ты трясешься, а ну давай уже хватит тебе трястись, сколько это может продолжаться. И вот так вот сидел, отчитывал свои руки. Делал я это ровно 3 дня. На 4-й день руки перестали трястись. Такое в моей жизни иногда происходит. Когда мне что-то надоедает, допустим, я могу иногда кваситься. То есть это выглядит так. Первый день плохо, там, второй день плохо себя чувствую, третий день плохо чувствую. Почему? Мы же не роботы, мы люди. А люди это те, кто может отдыхать психически, физически, еще как-то. Но у нас происходят перекосы, и мы можем там не отдыхать. Это приводит там к накоплению каких-то там отклонений, и потом появляется это. И в этот момент нас может затянуть квашня, как я это называю. То есть мы начинаем кваситься, начинаем прислушиваться. У нас там то ноги болят, то в голову стреляет, то давление поднимается, то еще что. Я обычно делаю это так. Если уже эта квашня накопилась, я захожу в ванну, купаюсь и после этого сам себя отчитываю. Говорю, что ты размазался, как квашня, ты мужик, собери себя в руки, соберись. Сколько это может продолжаться? Ты мужчина или ты баба? Соберись. И все, меня обычно 1-2 раз хватает, и я становлюсь нормальным человеком. Выхожу где-то, и все, и мне уже ничего не болит, мне все хорошо. У меня такое было недавно, поднялось давление, вы представляете? Я сел и говорю себе, да как же ж тебе не стыдно, такой молодой, у тебя давление. Ну соберись, что это за фигня вообще, хватит. Ты смотри, что себе позволяешь, а ну собери себя в кулак. После этого 10 минут проходит, я говорю, надо померить давление. Мерить давления нету. Почему? Мы можем себя воспитывать. Я говорю это серьезно. Болит нога, читайте. Скажи, да сколько ж ты можешь болеть? Да ты уже достала болеть, да уже возьми себя в руки. Я не знаю, придумайте сами. У каждого свой путь. Может ли это убрать тремор рук? Да вообще все, что угодно может убрать. Так и можно назвать психокоррекция от Дуйко. Поругай себя по делам называется. Отчитайте себя серьезно. Но отчитывать нужно очень правильно. Воспитывать себя нужно как маленького ребенка. То есть не оскорблять, понимаете, вот конкретно, а отчитать. Сказать, ну сколько это может просто? Ну возьми себя в руки, там, бла-бла-бла-бла. Очень-очень хорошо помогает. Называется сугестия или самовнушение по-дуйковски. Да? Вот это да. Марина Кистенева задает вопрос. Должны ли сниться сны? Мне 15 лет не снятся сны, правда я поменял место жительства. Хорошо это или плохо? Нет снов. Ответить на этот вопрос я смогу вам, если вы пройдете 3-ю ступень школы Кайлас. Там я рассказываю, почему сны не снятся, что такое тона человека, почему они снятся ярко кому-то и кому-то плохие, кому-то хорошие. Давайте спросим у Юли. Юля, рассказывает на 3-й ступени. Ты же проходила 3-ю. Да, я рассказываю, почему не снятся, почему снятся. Поэтому проходите с удовольствием, услышите то, что я там рассказываю. Супер вообще. Сейчас я даю такую информацию, которую на ступени и на семинарах не даю. А скажите, она вам нравится, эта информация? Андрей Андреевич, у меня стоит статуя бронзовая, большая кубера. Ну вот, я подношение ставила шоколадины, ну а потом взяла и съела подношение куберы. Может, этого у меня горло заболело. Конечно, никогда нельзя принимать и съедать ритуальные предметы. Нельзя. Я обычно говорю, вот на обрядовой магии я говорил это, обычно говорю во время проведения обрядов преподношения там, гневным духом и во время проведения обряда проводы духов, там, абортов и так далее. Обычно говорю, ни в коем случае не съедай конфету, не съедай конфету. Почему? Ночью, вернее, к вечеру будут болеть ноги, суставы и так далее. 100%. Почему? Это
наложенное влияние. Все, духи начали заходить. Какие? Римс. Скажите, пожалуйста, маме после прослушивания шумов увеличивается большой постоянный шум в ушах. Раньше была тишина, теперь не слышит совсем. Если кто-то говорит тихо, ей надо как это лечить. Скорее всего, мамочка ваша глохнет. Не нужно ей включать шумы или нужно включить шумы от склероза. Андрей Андреевич, подскажите, как правильно реагировать на жалобы житейские, рассказы о бедах от знакомых? Восхищайтесь этим, говорите, ого, какая молодец. Она киданула меня, ого, вот это дает. Жаль, что это не я. Мне после их излияний колени болят, другие люди еще идут со мной на конфликт, обязательно эмоционируют. Я вот живу в своей жизни и не могу понять, почему у меня не бывает конфликтов. Я вот вообще не конфликтую. У меня бывают разные ситуации в жизни. Почему у человека возникает конфликт? Он возникает только в том случае, если он хочет кого-то обучать. А я обучать никого не хочу. Почему? Неинтересно. Почему? Неинтересно обучать. Почему? Даже высказывание это обучение. Я научился не высказывать, никого ничему не обучать вообще. Я делаю так. Почему? За 40 лет жизни научилась, за 50. Все, я буду туда вмешиваться. Это вообще не мое дело. У каждого своя судьба. Я живу своей судьбой. У меня путь персонального, эгоистического человека, двигающегося на пути к неидентифицированному бесконечному просветлению для слияния с Господом Рамой. Я не знаю, может быть, с Шивой, я не знаю, еще с каким-нибудь. То есть у меня свой путь, и там не... Зачем мне кого-то воспитывать, чтобы шли моим путем? Мне это не нужно. Почему? Я делаю воспитание, а считаю, что любое воспитание это значит деление со своим, там, с кем-то своей, даже не энергией, а, ну, пусть энергия шень, энергия сознания. А я готов делиться сознанием своим или готов что-то делать или давать знания только за деньги. А бесплатно я никого обучать не буду. Почему? Особенность эзотерика. Помните, я рассказывал на второй ступени. Учи только за деньги. Без денег ни в коем случае этого не делай. Помогает. Великолепно работает. Поэтому, если я вижу, что кто-то что-то делает, я делаю так. Ого! Знаете, как в этом фильме, когда приехал в деревню граф Монте-Кристо или Калиостро. Монте-Кристо все-таки, да? Калиостро все-таки, ага. Граф Калиостро, и он приехал в деревню и съел там стакан. И человек броневой, актер броневой играл роль врача и говорит, может, соизволите еще вилочку откушать? И он говорит, нет, я на сегодня уже сыт. Он говорит, очень жаль, а то было бы очень интересно наблюдать за вами после того, когда вы вилочку сидите. Вот я отношусь также в жизни к людям, которые делают что-то нелепое. То есть, если человек орет, я на него смотрю, как будто он ест стакан, знаете. После этого, если приходится что-то сказать, я могу сделать предложение. Может, вилку еще проглотишь? Обычно человек начинает как-то там делать, а я обычно делаю так. Я мысленно говорю, он сейчас со мной разговаривает или нет? Кто здесь? Почему? Это вообще меня не касается. Почему? Особенность жизни. Все, что меня не касается, я не слышу. Если это касается меня, я слышу. Если кого-то другого, я не слышу. Почему? У меня есть свое мнение по отношению к этой жизни. И мне оно нравится. Почему? Оно не позволяет мне страдать. То есть, если человек говорит, я страдаю, я хочу, чтобы ты послушал, как я страдаю, и страдал вместе со мной, то у меня есть правило 3. Оно звучит так. Я должен вместе с этим человеком страдать, а он сейчас меня обучает, как тоже принимать страдания и страдать. Или же не слышать этого человека, как он страдает, и не присоединяться к этому человеку. Давайте еще раз это скажу. Есть правило 3. Я когда-то о нем говорил. Это правило 3 человек в лесу. Ну, можно, наверное, его так назвать. В этом правиле всегда есть один человек, который страдает, а второй, который вызывает страдания. Если вы занимаете чью-то сторону, то вы должны быть либо человеком, который должен страдать, либо тем человеком, который должен вызывать это страдание. Тогда скажите, и одно, и другое для вас подходит. Но есть 3 путь, который позволяет и не страдать, и не испытывать страдания. Какой? Восхищаться. И почему? И не считать это информацией. Это очень важно. Почему? Я в своей жизни стараюсь это культивировать, хотя это дается где-то даже иногда
с осложнениями. Допустим, человек может прийти и начинать говорить мне: вот, вызывает страдания, на меня постоянно наезжает, или там ведет себя плохо, ругается, хамится. То есть, если я это принимаю, я тоже должен после этого искать возможности получать страдания, находя те элементы, которые создают у этого человека эти страдания. Я должен либо воспитывать этого человека, либо нет. Либо второе, я должен найти в этом человеке состояние счастья, радости, успокоиться рядом с ним и мучить совместно уже того человека, у которого вызывает это страдание. То есть меня, по идее, делят на две части, и мне должны... И этот человек говорит мне: ты должен примкнуть, у тебя есть выбор. То есть фактически это звучит так. Есть один человек, который страдает, и второй, который вызывает страдания. У них, вероятно, своя история. И после этого один из них, он должен сказать мне: давай примкни либо к моему ряду тех людей, которые испытывают от этого страдания, либо к тому ряду, кто создает эти страдания, там, и я от этого страдаю. Я обычно делаю так. Ну ничего, и так бывает. Почему? Это меня не касается. Почему? Я не веду войну. Почему? Ваши страдания, не мои страдания. Какой ужас, да? Это называется альтруистический пофигизм. Почему? Это добровольное пофигистическое отношение ко всему. Но поверьте, оно очень хорошее. Мне за это и любят. Я каждую сторону занимаю, но об этом не говорю. Я об этом не говорю. Почему? Я не поддерживаю ничью сторону. Почему? Так я ни при чем. Я вообще тот человек, кто летит, понимаете? А когда человек летит, ногами не ходят, то все земные интересы для него чужды, кроме денег. Почему? Деньги нужны. Почему? Ими нужно заправлять свой самолет. Почему? Самолет должен дальше лететь. О, вот так. Ой, так жарко у нас. Ой, очень хорошие слова написала Ольга. Когда доктор сыт, больному легче. Согласен с вами. Естественно, когда у человека есть долги, то он, допустим, приходит ко мне и говорит: Андрей Андреевич, у меня есть долги, или я там кому-то должен, или там: Андрей Андреевич, помогите мне там как-то решить вопросы с долгами. Вот ко мне приходит человек, говорит: я должен, Андрей Андреевич, помогите. Я помогать не буду. Почему? Потому что, помогая этому человеку, я должен примкнуть к тем людям, кто либо догоняет и забирает, либо тот, кто убегает и прячется. Но я не должен этого делать. Если я сделаю бесплатно, то я должен примкнуть к одним или ко вторым. Вот подумайте сами, насколько это правильно. Когда есть конфликт, то человек должен обязательно найти возможность примкнуть к одним из этой главы этого конфликта. Это очень частое проявление нашего социума. Создается конфликт, который обязан поделить людей. И эти люди, они, не зная третьего, примыкают к тому, чтобы быть ответственными или безответственными. Понимаете, да? Ты ответственен за эту страну или ты собака безответственная в этой стране? Кто ты? Примкнись к кому-нибудь. А не понимая, что существует третий элемент, который звучит так: мне все равно. Понимаете, да? То есть, если я ответственен, то тогда я против тех, кто безответственен. А если я безответственен, то тогда я против тех, кто ответственен. Таким образом, уже фактически заставляет меня быть в одном из лагерей тех людей, которые мне безразличны были всегда. То же самое с религией. Ты веришь или ты, собака, не веришь? То есть давайте меня поделим, да. Я верю, тогда я против тех, кто не верит. Если я не верю, тогда я против тех, кто верит. Тогда что единственная возможность сделать? Остаться безучастным. Сказать: да мне вообще все равно. Почему тебе все равно? Но мы докажем: да я верю, если тебе это нравится, и не верю, если тебе нравится тоже. Но не говорите этого. Почему? Не надо этого говорить, потому что говорите, значит, я обычно говорю: мне все равно, но ты за, так как хочешь. Почему? Потому что я не позволяю себе занять позицию, потому что занять позицию — это значит быть причастным, понимаете? То есть я делаю это так: да. После этого: ну а ты? Я ни при чем. Меня здесь не было, если это произошло, то меня заставили. Все, по-другому никак. В этот момент я ни с кем. Почему? У нас, у каждого есть свой персональный путь. Мы в этом персональном пути должны пройти по принципу, который в свое время объяснил Будда Гаутама. Он сказал:
Дхармакая – срединный путь, который позволяет человеку быть безучастным. Таким образом, если весь мир делит все на две части, он говорит, что одно правильное и другое неправильное, то приняв левую сторону или правую сторону, ты становишься преемником двух совершенно противоположных лагерей. Таким образом, будучи безучастным, а быть безучастным – это значит просто восхищаться, чем бы или что бы ни произошло, позволяет человеку не занимать ни одну из противоположных линий тех людей, которые заставляют постоянно нас примкнуть к чьему-либо лагерю. Понимаете, да? Это неправильно. Будда был прав. Я говорю о Будде Гаутаме и его срединном пути Дхармакая. Таким образом, это можно применять ко всему, к нашей семье, нашим семейным отношениям. Когда кто-то говорит, там, меня это бесит, и она меня бесит, то та, которая бесит, говорит, она меня тоже бесит. И есть вариант, допустим, или он меня бесит, есть вариант примкнуть либо к одному лагерю страдающих, либо к одному лагерю мучающих. И мы своей безучастностью не примыкаем ни к одному лагерю, ни к другому. Есть люди, которые взяли деньги и убегают, есть люди, которые берут, которые занимают деньги и догоняют. Вот если вы хотите помочь одному из этих людей, то вы тогда автоматически на энергетическом уровне занимаете позицию того человека, кто дальше будет либо догонять, либо занимать. Понимаете? Оно вам не нужно. Почему? Есть понятие срединного пути. А быть человеком в срединном пути – это значит не занимать и не отдавать. Наверное, понятно, что я говорю? Добрый вечер всем. Есть мантра для прослушивания подчинения и мантра для хорошей учебы. Есть. Добрый день. У меня произошло. Я проснулась среди ночи от плохого сна и над кроватью над собой увидела лицо, как из неоновой дымки. У этого лица было 3 глаза, шевелились волосы, вокруг неоновые шарики. Я стала сходить в туалет, умыв лицо. Легла, лицо не исчезло. Я спряталась под одеяло и уснула. Скажите, что это? Я, может, куку? Нет, вы не куку, это эктоплазматическая жидкость, астральная сущность, и вы ее просто видите. Это нормальный процесс, такое бывает. Как раз ночью это и проявляется. Что нужно делать? Вам, скорее всего, не хватает энергии для вашего сознания. Для вас необходимо выполнять практики активных огненных выдохов с утра. Об этих практиках я рассказываю на 6-й ступени, на 5-й, на 6-й. Это когда или метод намах, когда человек утром просыпается, начинает дышать на вдохе нам, а на выдохе ах. Что такое намах? Это привлечение в жизнь материальной энергии, не материальной, а огненной энергии сознания. Таким образом, астральная энергия на наше сознание влиять не сможет. Но мы уже этой энергией сознания ваджрарной сможем влиять на любое существо. Причем так, что ой-ой-ой как. Что посоветуете, чтобы избавиться от вспышек раздражения и гнева? Проходите 1-ю ступень. Серьезно, почему я должен вам сейчас что-то советовать? Андрей Андреевич, первый шум лучше всего взять для накопления психической энергии, затем все остальные. Конечно. Я ученица школы Кайлас. Ответьте, удастся ли мне убрать неприятность налоговой инспекции при помощи свечи? Удастся. Работайте. Все очень понятно. Если мой сын потерял слух на 50%, врачи сказали, ничего не помогут сделать, помогут ли ему шумы? Помогут. Вообще вы очень недооцениваете особенность шумов. Очень недооцениваете. В целом, этим шумам уже много тысяч лет. Есть люди, которые являются экспертами в области энергетики, наверное. Это очень яркие люди, у которых там тысячи... Это люди, которые работают уже за большие деньги. У меня есть знакомые такие, которые работают с высокопоставленными, наверное, чинушами, такими там, вы их видите по телевизору. И есть такой человек, который работает именно с этими людьми, у него большая очень клиентура, к нему приходят только сильные мира сего. И он ко мне пришел, сказал, что я полное ничтожество, но при этом сказал, ну так это ж естественно, понимаете. Он же забирает негативную энергию тех людей, то есть он примыкает к лагерю тех людей, кто всех считает полными ничтожествами. Естественно, я сказал, конечно, но это не имеет никакого значения. Короче, что вы хотите? После этого он сказал мне, что но шумы, которые сделаны, они имеют какую-то невероятную, гипермагическую, невероятную силу. И после этого купил у меня набор всех шумов там за полную стоимость этих шумов. Почему это он сделал? Угадайте.
потому что они имеют невероятную энергетическую мощность. Сейчас уже нашлись люди, которые продают эксклюзивно от Дуйка шумы и делают это дают для скачивания. Я хочу вам заметить, если вы запишете на диктофон те шумы, которые есть, они работать не смогут. В этом случае я вас не обманываю. Вот послушайте, что я вам еще раз скажу. Ребята, они не работают, если их записать на диктофон или на очень хороший плеер и после этого где-то включать. Есть особенность. Они не напрасно находятся на нашем сайте, они не напрасно там сохранены, они не напрасно там как-то работают. Поверьте, то, как работают они так, как вы их слушаете, это единственная правильная возможность и решение правильной их работы, и по-другому никогда не сможет быть. Поэтому если вы собрали там группу складчиков или собрали еще что-то и там записали на диктофон и будете продавать, сори, это, к сожалению, как ступени работать не будет. К сожалению. Вот так. Поэтому не морочьте себе голову. Просто возьмите и купите. И слушайте, как все полноценные люди. Это же как можно чувствовать себя неполноценным, покупая шум за $10, собирая в складчине 250 человек, чтобы купить этот шум. Да что это такое? Ну что уже вообще позор какой-то. Попросите меня, и я вам подарю, жизнь на то пошло. Ну какой-то ужас. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Практика с черным диском Унсай Колагай Джад Улат Пхулат. Что можно открыть в себе? Скажите, с черным рисом, да? Скажите, где вы ее взяли? Это где такое давал? Это очень-очень сложная практика, она там ничего не откроет у вас, ну вот вообще. Я вообще считаю, что без окончания первых 6 ступеней школы ее использовать не стоит. Можете такого начудить, потом мозг взорвется. Андрей Андреевич, вы не планируете создать каталог с описанием? Очень-очень хочу. Вы понимаете, у нас очень много есть сложностей, и эти сложности периодически сейчас решаются. Это сложности там, с серверами, сложности еще какие-то там с программами, с выбором программы и так далее. Мы же не специалисты, мы же тоже любители. Я же никогда не занимался интернет-продажей шумов. Когда выложили, там новые сложности появились, мы это решаем, плавно появится каталог, потом появятся лендинги. Сейчас над этим работаем, все хорошо. Лендинги переведем на 100 языков, будем продавать шумы во всем мире. Все, там есть женщина, она мне написала сообщение в скайпе, она написала: Андрей Андреевич, я хочу оплатить $10 за шум мира, пусть этот шум слушают все жители Украины. Нет, она неправильно говорит. Она мне написала вот что: я оплачу, и ты после этого обязан будешь это раздать. Кто оплатит за то, чтобы я этот шум раздал? И кто оплатит человеку, чтобы он это слушал? А в динамиках, хорошо, кто оплатит мне эти динамики, тех людей, которые эти динамики установят, и кто вообще будет это все оплачивать? Там, ой, Андрей Андреевич, я могу вам подсказать. Вы должны очень срочно открыть такой видеопортал и на этом видеопортале постоянно прокручивать свои видео. Это мой совет, я очень знаменитый маркетолог и так далее. Легко. Вот смета, могу ее показать. В этой смете написано, как делается эфир, как прямой эфир делается, сколько всего нужно покупать. И в этой смете вот так вот это выглядит, знаете, студия, в ней микшеры, туда видео. И в этой смете, эта смета стоит, чтобы вы понимали, 78 тысяч УЕ. То есть кто-то вдруг придумал: Андрей Андреевич, пожалуйста, давайте сделаем, это будет так офигенно, сделаем канал. Это с подключением к кабельному телевидению, который будет транслировать меня там везде по всем этим кабельным системам и так далее. Кто заплатит? Хорошо, отлично. Кто будет платить? Хорошо, ну я согласен, это платить с чего? С того, что в складчинах это все продают бесплатно? То есть я, получается, должен гнуться, должен все в жизни делать для тех людей, а она заплатит только $10. А скажите по-честному, вот у нас есть бесплатные вебинары, бесплатные, вернее, семинары, которые лежат у нас в партнерской программе, и у вас есть куча знакомых в интернете, у которых день рождения. Кто из вас хотя бы один раз подарил своему знакомому бесплатные скачивания бесплатных семинаров? Вот по-честному. Ну вот Юля. Вы понимаете, а у нас 10, там сколько там, 50-60 тысяч учеников. Представляете, 60 тысяч учеников подарила сегодня всем, у кого день рождения ВКонтакте,
написали «С днем рождения» и подарили бы 3 моих бесплатных вебинара. Понимаете, да? Это бы принесло пользу. Конечно. Почему? Потому что эти люди когда-нибудь бы купили шум у меня за $10, это бы накопилось в 58 тысяч на протяжении года, и я бы сделал такую студию и начал бы впервые передавать это в виде кабельного телевидения. Понимаете, да? Это бы хватило на то, чтобы сделать это профессионально и так далее. А так, на тебе $10, дай всем жителям Украины. Что это такое? Что это такое? Что $10 мало, дайте миллионы, это услышат все жители. А я сделаю акт выполненных работ и его потом распечатаю у себя на сайте, где будет написано, на что были потрачены деньги и сколько я украл. Как же не своровать? Андрей Андреевич, ужас какой. Ну, зато честно, между прочим. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, как поступить мне в ситуации, когда мне обманным путем продали искусственную шубу вместо натуральной. Очень хороший есть способ избавиться, носить ее и верить, что она настоящая. Удобно, удобно. И восхищаться, конечно. Да ее сейчас никто не отличит. Я уверен, что 80% тех шуб, которые продают как настоящие, давно уже не настоящие. Почему? Вы что, верите до сих пор, что вы настоящие шубы носите? Что с вами? Я когда-то занимался продажами шуб, возил эти шубы, я могу о шубах рассказать очень много всего. Поверьте, то, что я сейчас вижу, к шубам не относится. Относится уже далеко не к шубам. Я вижу, как правило, ну, такую, на 70% синтетику. Даже если это стоит $10 тысяч. За $10 тысяч тоже хорошая. А можно ли настоящая? Да она вам не нужна настоящая, уже такого нет, настоящие шубы. Настоящие шубы это хорошо пошитые не настоящие шубы. Андрей Андреевич, шум обязательно. Ну ладно, это не имеет значения, я ни при чем, знаете. Сейчас начнут, я торгую шубами, сволочь, ты что там не разбираешься, не говори, Там кто-то написал тогда о молочке после моего семинара. Я сказал, что пчелиное молочко – это молочко, которое выбирают там у пчелок и так далее. Мне человек написал, если ты не шаришь, никогда об этом не пиши, ты сволочь вообще. Мы вообще берем пчелок, их доем. Там. I'm sorry, я этого не знал, конечно. Я ему написал, извини, я не знал. Но если доите, ну что ж, тогда да. Тогда, конечно. А я же не знал, что их еще и доить можно. Да, бывает. Свист в ушах может появляться от высокого давления. Измерьте давление. Да. Андрей Андреевич, я поздравляю, приглашаю себя в группе «Домашняя экология». Не нужно здесь продвигать свои группы. Это мой чат. Чат, надо так говорить. Скажите, кто сегодня меня уже ненавидит? Андрей Андреевич, шумы обязательно слушать в наушниках? Спасибо. По возможности шумы можно слушать в наушниках, но есть такие шумы, допустим, шум улучшения общего состояния и взаимоотношений в семье, его лучше слушать так, чтобы все слышали. Но знаете, шумы тоже создают перегрузку нервной деятельности, это же израсходование психической энергии в итоге. И этот шум может создавать у людей психическую усталость. Если вы будете дома все время включать шумы, то люди после сна будут чувствовать себя уставшими. И в дальнейшем будет ощущение, что хочется или спать, или хочется куда-то уйти. Вы создадите нехорошую ауру, это неправильно. Наша нервная деятельность, она должна успокаиваться. Если вы включаете шумы, они нас переистощают. Вы расходуете психическую энергию, в дальнейшем ее нужно будет накапливать. Если слушать включенный шум все время, целый день и целую ночь, вы за одну неделю начнете плавно сходить с ума. Начнут появляться навязчивые идеи, депрессивные эпизоды, нервные состояния, какие-то вздрагивания, появится повышенное давление, головные боли. Ни в коем случае делать этого не стоит. Видели белый свет? Если поставить призму и направить источник белого света, то в этом белом свете появится 7 разных цветов через призму. Точно так же и в шуме все абсолютно звуки есть в тишине. Поэтому все абсолютно звуки можно взять настоящему медитирующему человеку, их можно взять в тишине. Шумы – это для тех людей создано, кто этого не может взять из тишины. Понимаете? Если вы можете брать это из тишины, они вам не нужны. Понимаете?
Таким образом, вот как я беру это все? Вы поймите, я это беру, потому что эта музыка играет в середине моего сердца, в середине моего сознания. Это музыка моего персонального трансергити счастья. Это то внутреннее счастье, которое возникает. Оно внезапно, и оно ничем не отличает меня от тех людей, которые рядом находятся. Это просто в середине. Оно когда-то появилось, и оно никуда не девалось. Понимаете? Плохо мне, плохо моему телу, плохо моему сердцу, я не знаю, плохо моим ногам. Есть влияние, нету, но в голове есть что-то, что вот постоянно играет со мной в счастье. И оно без конца там находится, и я его никуда не деваю. Я понимаю, что вот это зерно, о котором в свое время рассказывала Мачи Глабдон, она сказала, что долго путешествуя в лесу, я наблюдала на одном листочке красивую птичку, в которой связались все звуки и большое количество цветов. И эта птичка поселилась в моей голове, где она всегда живет в виде вот этого зерна птиаль, которая постоянно живет в моей голове, приносит мне бесконечное счастье. Я даже не могу вам передать. В моей голове существует точка, птичка, я не знаю, как это еще назвать, но этот элемент приносит мне невероятное состояние радости. То есть это не связано ни с чем. Это то место, в котором собирается психическая энергия человека. Она плавно собирается и дает человеку реализацию. Какую? Куда ты захочешь потратить энергию, туда эта энергия и будет течь. Но она через призму моего тела, через призму энергококона имеет невероятную магическую, физическую, энергетическую силу. Также эта энергия, она как тумблер позволяет сразу же переключить себя из плохого состояния в хорошее. Работать или разрабатывать это невозможно. Для того, чтобы это начало появляться, нужно сначала найти свое сознание, накопить энергию своего сознания, отработать со сферами своего сознания, как я это рассказываю на 6-7 ступени, и плавно начать принимать энергию с окружающего мира при помощи практик накопления. Со временем сознание начинает концентрироваться, и оно пускает внутренние или внешние импульсы сознания в центральный энергетический канал нашего сознания. Я так понимаю, это пускается в центральную спицу фуриока. За счет этого появляется великолепное сознание внутреннего глобального ощущения невероятной эйфории. Это как синдром эпилепсии, который проявляется в синдроме противоположном эпилепсии. То есть это как электрический разряд счастья в середине физического тела. Когда энергии много, то это проявляется в виде бесконечных звонких состояний, при котором появляется ощущение, будто каждая клетка физического тела испытывает состояние звона и бесконечной радости. С чего начинать? С первой ступени, с практики трансформации, когда улыбаешься органам, потом дыхание, потом кундалини, там, поднимание, увеличение реки жизни. Увеличиваешь центр сознания, вырабатываешь у себя котел сублимации, ставишь у себя ваджарный котел. И после этого плавно у тебя со временем, с годами прямо, по чуть-чуть, это не за один день происходит, появляется вот такая точка. Она как невероятное состояние эйфории, оргазма, я даже не могу объяснить. Я не знаю, наверное, человек испытывает состояние оргазма, испытывает его, скорее всего, не в органах, а в голове. Ну, если так разобраться. Так вот, это как увеличенное в 1 000 000 крат вот состояние такого бесконечного внутреннего состояния. Если рассмотреть себя в этот момент, то видишь себя с свечением вокруг головы, которое распространяется в свечение в твой энергетический кокон. То есть это проявление ауры и проявление энергетического нимба. То есть вот это то, что там зарождается, оно и создает вот этот всплеск. И ты это ощущаешь в виде невероятного состояния эйфории, но не страдания. Понимаете, это невероятно то, что я рассказываю, и это переживания персонально мои. У каждого могут быть они персонально свои. Андрей Андреевич, если я покупаю шумы, как мои дети могут их слушать, если живут отдельно? Если вы покупаете, то тогда слушать можете только вы сами. А если ваши родные к вам придут в гости, то они тоже могут это слушать. А вот если они сами живут, у них семья, тогда они должны покупать шумы сами для себя. А вы просто привыкли, что если получить инфопродукт, его нужно всем раздать. Нет, у нас персональный инфопродукт, который вам принадлежит и вашей семье, которые живут с вами.
У нашего сына симптоматическая парциальная эпилепсия. Подскажите, пожалуйста, там есть 3 шума от эпилепсии. Нужно все 3 слушать. Сегодня обещали посещение первой ступени будет. Андрей Андреевич, скажите, будет ли на морских курсах проводы голодных духов? Да. Прошла 4 ступени, слушать несколько шумов в течение дня, например, утром накопление психической энергии, днем шум на быструю беременность. Да, можно, пожалуйста. Купила шум Ладжа Ладра. Моя 5-летняя дочь решила послушать со мной. У нее вчера несколько секунд заболела голова сильно. У меня перестали держаться деньги. Это нормально. Нет, не слушать ребенку. Не нужно. Ей деньги не нужны. Шум шабри. Если вам нужно что-то продать, покупайте шум шабри. Вам надо продать машину, квартиру, еще что-то. Шум шабри. Если вам надо сделать так, чтобы год слушать шум, и потом он работал всю жизнь, вам нужна Ладжа Ладра. В случае, если вы хотите приобрести бизнес, сделать так, чтобы бизнес приносил плоды, вам нужен шум денег, который называется Шанкара. Шанкара – это еще и быстрые деньги. Вам надо сегодня деньги, вам не шабри надо, а Шанкара. Сегодня Шанкара принесет на сегодня деньги. Вам нужны клиенты, включайте шум в магазине, и тогда клиенты... Вот смотрите, еще один момент. Вот сейчас здесь в офисе сидит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 человек. И я сейчас, допустим, включаю шум. Этот шум мой. Я за него заплатил деньги, я его включаю. Представляете? И те люди, которые сидят здесь, их энергия работает на меня. Понятно? Поэтому, если сейчас здесь сидят люди, их 9 человек, и я включаю шум, то тогда они вибрациями своих энергетических коконов увеличивают возможность привлечения в мою жизнь материального благополучия. Почему мне не нравятся шумы, которые включат дома? Смотрите, шум, который развивает у человека паранормальную способность, включенный, допустим, не мной, кем угодно в моей квартире, в моем доме, будет вытягивать из меня энергию, и я буду вынужден отдавать свою энергию этому человеку, которому этот шум принадлежит. Поэтому я постоянно дома делаю так. Почему? Мне это зачем объяснить? Естественно, когда ко мне в офис приходят люди, то я включаю привлечение. Почему? Потому что привлечение клиентов, и чем больше людей сюда зайдет, вот когда нужно работать. Я приглашаю всех даром, говорю, садитесь и ждите. И сижу и включаю шум привлечения в мою жизнь денег. И после этого они мне помогают. Чем? Они создают вибрации, которые идут в мою сторону. Вот так это все работает. С позиции персонификации. Вы платили ваши деньги, ваш шум, слушайте. Кто находится рядом, это не забирается из их жизни, но их энергетические тела и их психическая энергия помогает реализоваться вашему персональному шуму. Понятно, да? Поэтому я часто говорю, они-то в чем виноваты, что вы у них забираете психическую энергию? Слушайте в наушниках. Поэтому у меня есть наушники. Если я слушаю развитие ясновидения, то я одеваю наушники. Почему? Потому что мне не хочется, чтобы мои близкие тратили на это свою персональную психическую энергию. Я это буду слушать сам. Правильно? Я не хочу, чтобы ребенок мой истощал свою психическую энергию, не хочу, чтобы близкие истощали, и слушаю это с закрытыми наушниками, себе тихонечко дыша в дырочку, как говорится. А если интернет-торговля, привлечение клиентов? Андрей Андреевич, у моей сестры механическая желтуха, опухоль на поджелудочной железе, пупочная грыжа, забитый желчный пузырь. Вся пожелтела, оперировать, с чего начинать? Если уже все закрыто и желтуха, только оперировать. Не нужно рисковать с этими шумами. Проводы голодных духов, о чем этот вебинар забыли? Андрей Андреевич, шум параспособность, увеличение пси-энергии 2, тоже на накопление психической энергии, да. Опять-таки, не надо накапливать психическую энергию, включая это у себя в квартире. Почему? Пожалейте близких. Пожалейте близких. Пусть они сами накапливают, если им нужно. Включайте накопление, это ваш персональный шум, и слушайте его сами, не мучайте окружающих людей. Получается так собрать со всех, чтобы получить потом самому. Ура, аллилуйя. Все это работает. Но может ли быть так? Может, смотрите, Оксана включила с той стороны шум в офисе, я включил с этой стороны шум в офисе.
Те, кто от меня на расстоянии 2 метров, отдают мне свои вибрации. Те, кто на расстоянии от Оксаны 2 метра, отдает свои вибрации. Могут ли они что-то сделать, чтобы не отдавать? Могут. Что сделать? Заткнуть себе уши. Поняли? Это такая особенность, что мы невероятно работаем. И все равно им особо не поможет. Почему? Через вибрации своего энергетического кокона я создаю вибрации, и они будут как это называется, они все равно будут создавать камертон вибраций у этих людей. Вот так. На расстоянии 2 метров это безопасное расстояние. Расстояние 2 метров. То есть если стоять в коридоре там за 2 метра от энергетического кокона, то тогда, возможно, ничего происходить не будет. Андрей Андреевич, нарисовала талисман по вашему семинару и потеряла. Что я могу еще нарисовать? Что вы? Как этот талисман носить на руке, не могу понять. Нарисовали талисман, обвернули его изолентой, лейкопластырем, приклеили, сделали татуировку, я не знаю, носите. Вами. Неужели это так сложно? Носить на руке, я не знаю, талисман можно сделать, можно на браслете нарисовать и так далее. Ну, что угодно можно делать. Вы понимаете? Об этом не буду говорить. Андрей Андреевич, муж слушает шум перед работой. Сначала было супер, потом временно. Ребята, обязательно запомните то, что я вам сейчас скажу. Шум работает до того момента, пока у человека есть психическая энергия. Вы же тратите свою психическую энергию. Насколько было психической энергии, настолько и привлекли деньги. Получается, у мужа сначала перло, да? Почему? Был запас психической энергии. А потом он начал становиться, ему стало хуже, он начал нервничать, гавкать. Почему? Помните, я говорил, истощение психической энергии, это сразу же падение нервного состояния, вечная усталость психическая, человек ничего не хочет слушать, постоянно нервничает, постоянно у него плохое настроение, беспокойство и так далее. Израсходовал психическую энергию. Что нужно сделать? Ну, если вот раньше было хорошо, а сейчас хуже, не давайте ему слушать, ни в коем случае. Удерживайте. Я вам вообще хочу сказать, пройдет время, и люди будут сражаться за психическую энергию, потому что количество ее ограничено. Я чувствую себя на самом деле как настоящий кот в сапогах или колобок на какой-то, я не знаю, там тарелочке с золотой каемочкой. Почему? Я понимаю, что такое психическая энергия, ее невероятное количество. Ее глобальное, невероятно. Собирай сколько хочешь. Становись гением, становись мультигением, невероятно богатым человеком, кем угодно становись, потому что сейчас ее много. Люди начнут ее, как я в свое время начал, собирать, накапливать, и после этого ее будет меньше и меньше. Почему? Она есть, и ее немного. Пока ты ее можешь собирать, она собирается. Когда все люди научатся ее собирать, то за ней будут гоняться. Я говорю это серьезно. Кто проходил семинары, на одном из семинаров я рассказывал, ребята, вы живете время огромного количества энергии. Поверьте, сейчас у вас эта энергия, вы ее собираете, и эту энергию можете в дальнейшем использовать и вы, и те, кто родятся у вас в вашем роду. Потому что психическая энергия очень часто передается еще и по роду. Вот если бабушка была там придавлена, радостная все время, знаете, что у нее вечно пруха, и она вечно от всего балдела, как моя ученица школы, которая здесь сейчас сидит, Светлана, которая всегда в состоянии эйфории. Утром просыпаешься и смотришь на Марусю, которая вот такая, и на Свету. Мама! Конечно, у всего рода, который будет идти, будет вот эта энергия. Почему? У меня вечная сдвиг по фазе, знаете, у нее, у Сони, и, естественно, у нас Маруся родилась, у нее уже сдвиг, понимаете, потому что она все воспринимает. Все, она сегодня танцевала под что? Грузинку танцевала. Молодая грузинка полюбила осетина, да, или как там это? Танцевала лезгинку. Ребенок делал это оп, оп, оп. И потом, когда увидела, что мы смотрим, она делала типа, получилось. Естественно, когда смотришь на пси-энергию, видишь, как пси-энергия у человека очень ярко выражает еще эмоциональность. Понимаете, это психическая энергия, она по чуть-чуть накапливается. Перейдет ли это к детям? Да, я накапливаю психическую энергию больше 15 или 20 лет.
Перейдет ли она моим детям? Да, это перейдет всему моему роду. Всех, кто связан со мной по крови и кто родится от меня и моих детей, это люди, у которых будет большая психическая энергия. У королей своя психическая энергия. Почему? Они накапливали ее через тайные знания об накоплениях психической энергии. Понятно, да? Тамплиеры. Божья Матерь в свое время родила Иисуса Христа. Иисус Христос воскрес. Он воскрес по-настоящему. Отодвинули камень, и после этого Иисус Христос вышел, его посадили на корабль и увезли сначала в Стамбул, и после этого тогда Византия была, и из Византии перевезли во Францию, где он благополучно умер. От него родилась дочка, ее назвали Анна, это была королева, и после этого короли, которых защищали тамплиеры, были теми людьми, через которых шла вот эта энергия, которая была энергией первого человека, у которого была мощнейшая психическая энергия. Понятно? То есть энергия Иисуса Христа находится в роде Иисуса Христа. Энергия Дуйка будет находиться в роде Дуйка. А у вас есть возможность сделать так, чтобы в вашем роде была ваша персональная психическая энергия, которая накапливается, возникает, если человек ее накапливает. А она накапливается, когда человек испытывает от чего-нибудь состояние радости и удовольствия, а не грусти, печали и говнизма. Извините за нехорошее слово. Естественно, как я это делаю? Иногда я делаю так. О, почему? Меня это восхищает. Что? Неважно. Почему? Пока она есть везде, ее можно набирать отовсюду. Помните, на морском курсе мы часто делаем. И потом такие ходим, непонятно, что происходит. Почему? Психическая энергия появилась. Сегодня очень отдельным таким, наверное, разговором хотел бы рассказать вот о чем. Вы представляете, если бы я, допустим, начитался литературы о том, как делать операции, после этого посмотрел видео, как делают операцию по удалению аппендицита или яичника, и после этого возомнил бы себя специалистом. И после этого вот раз у моей знакомой заболел там аппендикс, да, я говорю, так у тебя аппендицит, и я могу тебя прооперировать. Давай, ложись, я сейчас все вырежу. И после этого, почему? Книги читал, после этого кино смотрел, и после этого я вырежу. Скажите, я могу сделать нехорошее что-то этой девочке и также нехорошее себе? Ой, как могу. Почему? Это такая особенность. Если человек не умеет что-то делать, то он ни в коем случае не должен это делать по наитию. То есть потому, как он считает, должна дать ему его интуиция. Или я говорю, вот я хирург, я говорю, ну что, ложись. Давай, ложись, раздевайся, что там. Сейчас разрежу кишечник, посмотрим, что болит, оттяпаю, если что. Вы бы легли ко мне, если бы я вот так вот вам сказал? Давай, где у тебя там болит животик? Ложись, сейчас вскроем, посмотрим. Мне кажется, это было бы самое страшное, что бы могло произойти в вашей жизни. А там разберемся, все там плохо работает, отрежем, потом выкинем, и все, и будет тебе в жизни счастье. О, Саш, ты ж только что здесь был. Понял. Естественно, могу сказать, что ничем нельзя заниматься по наитию. Человек говорит, вот я по интуиции своей ориентируюсь на свою интуицию. Раз, там если что, вот так, трах-бах, все сделаю. Нет. Эзотерикой нельзя заниматься, если ты не умеешь этого делать. Я хочу это сказать еще раз. Ребята, не занимайтесь никакой эзотерикой, если вы не умеете этого делать, и если нет человека, который может понести за это ответственность. Вот смотрите, почему я, несмотря на то, что зарабатываю хорошо, периодически нахожусь у себя в офисе, и люди приходят, говорят, я никогда не ожидал, что вас можно так легко найти. Почему? Я здесь нахожусь, потому что я несу ответственность, потому что я занимаюсь эзотерическим направлением, и я считаю, что во всем можно разобраться и все можно понять. И для меня очень важен контакт. Почему? Он создает мне возможность коммуникации с людьми, показывает эффективность, а также это позволяет мне в дальнейшем нести ответственность за тех людей, которые проходят что-то. Почему? Я не могу быть безответственным. У меня есть дети, у меня есть семья, понимаете. И я этого не скрываю никогда ни от кого. Почему? Потому что это позволяет мне нести ответственность.
И вы можете видеть, как живет моя семья, потому что это лакмусовая бумажка. Если мы все передрались, наши дети больные, я сам ползаю там на 8 костылях с выбитыми зубами, ну и убегаю от долгов своих, там, и у меня там, то тогда, наверное, что-то не то в моей эзотерике, и нужно что-то срочно с этим делать. А так можно посмотреть, я всегда в хорошей одежде, всегда выглажен, это говорит о том, что жена меня, скорее всего, любит. У меня есть живот, который не спадает, это говорит о том, что я питаюсь хорошо, несмотря ни на что. У меня нет подбитых глаз и выбитых зубов, знаете, рядом со мной находится букет из настоящих растений, что очень радует. Это говорит о том, что есть достаток. Рядом со мной люди улыбаются, это говорит о том, что я умудряюсь выплачивать деньги. Боже, это же счастье. Понимаете, каждый год я стабильно провожу морские курсы. Это говорит о том, что морские курсы там успешные, людям нравятся, они там получают какие-то результаты и так далее. То есть, глядя на все это, я могу вам сказать, обучайтесь у эзотерики и эзотерикой у эзотериков, которые сами выглядят хорошо и чего-то добиваются. А также изучайте правильную эзотерику и делайте это так, чтобы кто-то нес ответственность. Скажите, с кем из эзотериков сейчас можно с легкостью пообщаться? С Кравченко нет, с Марченко нет, с Червоненко нет, с Лисицкой нет, с Печевым нет. Кто там у нас еще? Слушайте, с Ковалевым нет. Да куда ни ткнись, с ними общаться невозможно. У меня прямые мои телефоны выложены на сайте. По скайпу можно со мной связаться, ВКонтакте у меня группа. Там я захожу на складчик, там могу читать, что пишут, и даже отвечать по другой фамилии. Да, ребята, полный плюрализм мнений, как говорил один мужчина в кино. Поэтому, как говорил Горбачев, полный плюрализм, знаете, я его тоже поддерживаю. Почему? Кто должен нести ответственность? Поэтому я очень часто говорю, не придумывайте, не выхватывайте какие-то сангая там в Ютубе, не выхватывайте какие-то практики, которые вы там в Ютубе нашли, кто-то когда-то нарезал, один дурак нарезал, другой дурак посмотрел и там выполняет. Занимайтесь эзотерикой профессионально, не будьте глупцами. Пройдите эту первую ступень, купите ее официально, это будет ваша персональная энергия. Пройдите это, после этого занимайтесь этим так, чтобы это приносило вам плоды. А так, я где-то там шарой нашарился, шарой нашел, после этого мне теперь нужно что-то с этим делать, а теперь там почему мне не получается, и теперь там можно еще и вот этим, и я вообще самая умная и так далее. Но это не принесет нужных плодов. Это как быть хирургом-самоучкой и после этого там оперировать аппендициты до того момента, пока кто-то не умрет. Понимаете? Неправильно так. Очень рекомендую правильно заниматься эзотерикой. В последнее время не могу ничего смотреть, кроме ваших лекций. Это острая зависимость. Даже такое видео есть, не видео, а фотография есть. Там папа с девочкой стоит и говорит: сегодня такой хороший субботний день, давай выйдем на улицу и будем испытывать от жизни удовольствие. А у нее на телевизоре написано «Первая ступень школы Кайлас». Она говорит: ты мне мешаешь обрести состояние, духовности, да. Ты лучше сядь и смотри первую ступень. И после этого сразу же такой вопрос, знаете, что правильнее, выйти с детьми или смотреть Дуйко первую ступень? Сразу же хочу вам сказать, если у вас есть возможность взять ребенка за руку, пойти погулять или посмотреть первую ступень, берите ребенка, идите гулять. Почему? У нас впереди целая жизнь, слушайте, у вас впереди целая жизнь. Вы что думаете, это куда-то убежит? Вы что думаете, она быстро поменяется? Конечно, поменяется, но не быстро. Ну, у кого-то получается за год. Почему? Психической энергии достаточно много. Это говорит о том, что человек уже заведомо хороший, понимаете? Так бывает, у человека много психической энергии. Вот позитивный человек. То есть там, я видел в школе, когда учился, девочки такие у нас были. Одни девочки были такие красивые, но напряженные. Напряженные, потому что нужно было себя как-то презентовать постоянно. А было две девочки, Лиза и Яна, они все время смеялись. Все время. И там кто-то что-то скажет, они делают. И вот так вот длилось всю школу, знаете. Потом они поступили учиться и так далее. Потом, когда я узнал, у одной произошел невероятный рост. Невероятно. Она вышла замуж и прямо
взрыв, там, и там дома они покупали, яхты покупали, там много всего произошло. А потом точно так же внезапно все потеряли. Почему? Потому что она вышла замуж за какашку, но у нее было накопленное большое количество психической энергии. То есть она своей психической энергией вдохновляла и все расцветало, пока не реализовала все. То есть она реализовала, а брать неоткуда, потому что рядом находится какашка, потому что все друзья какашки какашки, потому что друзья какашек тоже какашки. И вокруг нее ее завалило, в вату замотало, и она везде чувствует только, знаете, вокруг или милиционеры, или юристы. И с кем не общается, везде только плохо, только все идиоты, глупцы, идиоты, дебилы, люди, там все кто-то, знаете. И вот она говорит, после этого он говорит, почему у меня так получилось? У нас такой был прорыв, у нас так все было хорошо. А потом, когда вот все у нас произошло, и мужа поставили, и я там состоялась, и дети, и после этого у нас обвал такой. Вот куда ни смотришь, и муж начал нудеть, начал болеть, я сама вся болею и так далее. Потому что детства хватило на то, чтобы накопить большое количество псиэнергии, а потом прорвать эту психическую энергию. Почему или для кого музыка делалась? Почему дети, которые слушают в детстве красивую музыку, испытывают от этого состояние счастья, в дальнейшем имеют больше возможностей, больше шансов, чем все остальные люди? Потому что, испытывая наслаждение от музыки, они в дальнейшем могут использовать свою психическую энергию. Я так благодарен своим родителям в свое время, которые привили у меня желание читать, и слушать классическую музыку, разбираться в живописи, понимаете, там, ну я не знаю, находить в чем-то плохом все хорошее, это позволило развить психическую энергию. Она развивалась до какого-то момента и после этого сделала прорывы такие. Потому что никакая йога, все это полный бред, чепуха, фигня. Все это полная ерунда. Как бы ни накапливали, пока пси-энергии не появится много, не будет ничего. Ни хорошего бизнеса, ни хорошего прорыва. А когда ее много, то просто щелчок пальца позволяет сразу же что-то делать. Хочешь – получаешь, хочешь – получаешь, хочешь – получаешь, хочешь – получаешь. И тогда слушаешь шум для денег у одного человека, который без конца там вредничает, утром переполз на работу, там всех построил. Нет у него в жизни счастья. Он находит только, сегодня один пришел мужчина, сел, я говорю, это как Порошенко. Порошенко пока, его скоро посадят, вообще урод. И все рядом с ним уроды. И те уроды тоже. Эти уроды знают этих уродов, поэтому они уроды. И ты, Дуйко, тоже урод, но я вообще промолчу. Как дела? Да дал в морда. А это, да ей тоже. А этот, да, сын вырос, но я уже чуть-чуть подожду, когда ему в морду можно будет дать за алкоголизм, чтобы знал, как воспитываться, все нормально. Понятно? Я говорю, псиэнергию нужно накапливать. Псиэнергия, она возникает, ему говорю, психическая энергия возникает, когда человек испытывает от жизни состояние радости. Так, а я испытываю, в морду дал, и все нормально. Состояние, что он меня бесит, козел? Я говорю, ну так отлично, отлично. Будут ли с ним работать мантры? Ну, наверное, но не очень. Ну, наверное, но не очень, понимаете. Или там у меня есть знакомые, я развиваю, у меня ничего не получается, сколько нах это может продолжаться? Я говорю, заканчивай вообще развивать, не надо ничего развивать вообще, завязывай ты с развиванием, больше не развивай. Я очень часто говорю, вы так много расходуете на медитации, всякие эзотерические практики психической энергии, что она вам просто необходима, а ее можно накопить, если это все не делать. Тогда лучше отменить все и просто накапливать психическую энергию. Почему? Чтобы потом научиться ее реализовывать. А там много всяких элементов. Что мы делаем в нашей школе? Мы открываем чакры, чтобы психическая энергия могла быстрее выходить, быстрее заходить. Мы создаем каналы, в которых она может накапливаться, трансформироваться, идти там, где она может складироваться и в большом количестве находиться. Мы это все делаем, обводим сознание, чтобы ее накапливать, чтобы она в сознании находилась, потому что сознание работает более мощно. Чтобы управлять физическим телом, не физическим, энергией и так далее. И на это все смотришь, и вот говоришь это во время вебинаров, семинаров, постоянно во время ступеней, и никто ничего не понимает. Почему? Потому что создается такое впечатление, как будто человек имеет уже свою прошивку и через позицию прошивки смотрит ту информацию, которая ему необходима. И не понимает того, что нет цели у нас в эзотерической школе Кайлас делать практики,
делать медитации, делать еще что-то, развивать, но есть цель накопить психическую энергию. Я когда-то на первой ступени говорил, цель в нашей школе накопить психическую энергию. Она возникает в тот момент, когда человек испытывает состояние удовольствия. Первые элементы, когда ты начинаешь ощущать эту психическую энергию, заключается в том, что ты обретаешь состояние ровности. Если что-то может вывести тебя из себя, знай, у тебя недостаточное количество психической энергии. Андрей Андреевич, так что, может, мне рано утром вставать, читать мантры и ночью поздно ложиться? Нет, ну вот этого как раз не надо делать. Почему? Это дополнительно истощит твою психическую энергию, а тебе ее нужно накапливать. Да ёшкин кот. Как же ж ее накапливать уже и так? Дышу. Причем тут это вообще? Дышишь, это совершенно другое. А здесь надо накапливать. И она накапливается, испытываешь от жизни состояние удовольствия и радости. Да ёшкин кот, какой радости еще так? Какой? Что надо делать? Что надо делать? Скажи, ты, барин, скажи, как дышать, левой ноздрю или правой, знаете. Радость испытывать. Так уже и так испытываю. Сколько еще можно испытывать? Уже и так уже испытываю. Радость по-другому называется эстетизм. Эстетизм во всем создает элемент радости. Эстетизм переходит в радость восхищение. Восхищение приносит состояние психической энергии. Вот и весь курьезный скрипт действий. Эстетизм, да, формула. Эстетизм приносит радость приносит восхищение приносит накопление психической энергии. Так в случае, если эстетизма нету, эстетизм в чем? Ой, какое красивое. А что может создать правило эстетизма? Обучение. То есть, смотрите, одна музыка нравится, одна не нравится. Почему? Потому что эстетизм. А что мешает развитию эстетизма? Фанатизм. Фанатизм мешает эстетизму, понимаете? Таким образом, фанатизм мешает эстетизму, а нужно работать настоящему эзотерику над эстетизмом. А что может создать предпосылки развития эстетизма? Большое количество знаний того, как это может быть. Допустим, эстет – это тот человек, который посмотрел такое большое количество картин, что у него сложилось уже свое сознание, как это может быть. А также уже пробовал заниматься живописью, пробовал сам рисовать, изучал культуру живописи, и после этого у него появляется эстетизм живописи. Понятно? Понятие живописи. После этого человек, который научился есть большое количество еды, и сам готовил, и сам ел, и сам, наверное, какие-то кухни там использовал, и использовал разные ингредиенты, складывал их по разным там элементам, у него со временем появилось, наверное, эстетизм в питании. Наверное, да, гурманом он плавно становится. Гурман – это эстет. Вы видели хоть одного гурмана вина, который бы выпил 1,5 литра за раз? Такого не бывает. Гурман пьет глоток за сыром и после этого больше не пьет. Почему? У меня когда-то была встреча, потому что хотелось напыться, на русском напиться, и здесь русскоязычное население. Хотелось напиться, пригласил человека и говорит мне, у меня такие просто невероятные сборы вин, если вы приедете, то мы можем вечером сесть и попробовать. После этого говорит, у меня есть вина там 1951 года сбора, там 1958 там особенного вина, там в Крыму было жарко, там в 70-х, 80-х годах. Вот есть вино, которое очень сладкое, потому что оно делалось, когда было очень жарко. И говорит, есть вино 71-го, 78-го года, приезжайте, попробуйте. После этого он делал так, он открыл вино, налил, поковырял, сёрбнул, бутылку убрал. После этого второй открыл, налил по глотку, поковырял, там, покрутил это, дал понюхать и так далее. После этого жена принесла яблоки, и мы до вечера уже ели яблоки. Я говорю, что это было вообще? Что это было? Почему? Мне надо было фанатично. Я не понимал эстетично. Мне надо было фанатично выпить за 71-й, перейти к 72-му и закончить 89-м. Да? А так было непонятно ничего вообще. Как мой Славик говорит, зачем этот винегрет, если можно отварить пельмени, знаете? Света, скажи. Что опять этот винегрет? Зачем этот винегрет? Можно же просто сварить пельмени. Что за ерунда? Понимаете, эстетизм пока не развит, получается. Папе пельмени не удовлетворяют уже. Почему?
Потому что он испортил себя, когда кушал в одних ресторанах, потом в других. Ему и такие вилки приносили, и такие ложки, понимаете. Теперь он не может, он садится и страдает, если ему приносят пельмени. Я не ем пельмени, мне не нравится. Ну что, здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, тяжелая музыка рок, как влияет на чакры, энергосистему, ауру человека? Никак, это нижние вибрации. То есть человек, который слушает рок, он, вероятнее всего, может улучшить качество сна, а также у него может появиться желание что-либо делать. Это энергия, которая больше связана с ваджарной. Если человек слушает рок, при этом он сам становится добрым, хорошим человеком, то это может увеличивать его психическую энергию. Ничего в этом плохого нет. Нам говорят, рок это плохо и так далее. Нет, рок это не всегда плохо. Когда очень много шума и когда от этого начинает болеть голова, тогда оно, скорее всего, вызывает у человека страдания, там, ему хочется что-то делать. Любая тяжелая музыка низкочастотна, любые низкие частоты очищают энергетический кокон. Понятно? Очищайте энергетический кокон, слушайте рок. Там, главное, не вдавайтесь в те слова, которые поют те люди, которые его слушают. Главное не слушать. Если рок на русском языке, то лучше не слушать. Хотя были же группы такие красивые, там Scorpions, наверное, Metallica, там Deep Purple, Led Zeppelin, наверное, вообще Deep Purple, наверное, вообще самое лучшее из всего. Там есть группы, наверное, «Черный кофе», которые слушали в Советском Союзе, там с красивыми словами, даже на русском языке. Наверное, где-то даже «Король и Шут» какой-то и так далее. Главное не смотреть на этих людей, которые там выступают. Слушать в виде аудиозаписи и не брать пример. Мерлин Мэнсон. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Я на вебинар опоздала. А мы будем сегодня? Будем. Я ученица школы Кайлас. Пожалуйста, когда первая ступень выйдет на английском языке? Я забыл сегодня принести. У нас, скорее всего, будет сейчас продаваться книга, называется «Введение в эзотерику». Вот то, что вы видели в виде бесплатно выложенной книги, которую можно почитать, она уже напечатана будет на следующей неделе, ее можно будет заказывать. То есть ее можно будет купить, она небольшого размера, вот такая, как учебник алгебры, очень красивая, ее можно будет брать и там где-то читать. Красивая, с картинками получилась. Также выйдет еще и там в сентябре, октябре, ноябре вторая ступень, она тоже уже есть. Ну и так все 7, наверное, в дальнейшем. 23 мая купила шум для успешной торговли. Сегодня у меня нет доступа. Доступ насколько дается? Навсегда. Не задавайте мне, пожалуйста, эти вопросы. Там есть центр поддержки, пишите им. Просто когда вам не отвечают, знайте, у нас в день может быть 6 тысяч заказов. То есть там, чтобы ответить вам, нужно к вам прийти. А у нас чуть-чуть не успевает, потому что если мне брать дополнительно людей, нужно им платить деньги. А у нас это стихийное явление. Сейчас мы продаем много, а через месяц немного продаем. А держать после этого человека не сильно хочется. Поэтому нужно потерпеть. Читая мантры, бывает затупываешься в словах. Начинаешь заново, происходить то же самое, но я продолжаю заново, пока не дочитаю 108 раз. Ваше мнение? Правильно. Янтра Сугдата. Как часто нужно ее обновлять? Не понял. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, чем можно помочь мужу моей подруги? У него хронический гепатит с переходом в цирроз. Как следствие хронического вирусного гепатита. Можно взять и купить препарат от цирроза. Он будет уже в понедельник. Прям препараты лечения хронического цирроза. Это будет ряд препаратов и чай для цирроза. Это там на основе дженериков и так далее. То есть давно уже я думал сделать препараты конкретно для лечения цирроза, и вот время уже пришло. Я поеду в субботу, сделаю уже рецептуру, и уже у нас понедельник, вторник появится препарат или комплекс препаратов. Я ученица школы, подскажите, какой шум слушать от кератом? Совсем запуталась, это кожное заболевание. Там у нас есть шум такой, называется очищение кожи. Очищение кожи от всех кожных заболеваний.
Андрей Андреевич, если слушать шумы через колонки, обязательно ли находиться в радиусе 2 метров? Не обязательно. Добрый день, когда я слушаю шум для похудения, засыпаю, начинаю себя ощущать, что у меня становится осиная талия и все мое тело сужается. Когда просыпаюсь, ощупываю себя, а талии-то нет. Так обидно. Но я надежды не теряю. Зато собака стала стройнее. Хочу сказать, я на 3-й ступени это говорю. Если вы будете ночью закрытыми глазами мечтать о том, что вы жирное, безумно некрасивое существо, то вы будете худым и безумно стройным существом, и безумно красивым. А если вы будете с закрытыми глазами ночью мечтать, что вы стройная, красивая женщина, то будет все полностью наоборот. Ночью мечтаете, что вы отдадите долги, не отдадите. Наоборот, долгов станет больше. Если вы ночью мечтаете о прекрасном принце, будет не прекрасный и не принц. И будет что попало, да. Намерения ночью меняют свои плюсы на минусы. Поняли? Все наоборот. Андрей Андреевич, хочу пройти все ваши ступени. Финансовые затруднения задерживают мою мечту. В одной лекции вы сказали, что можно к вам обратиться с просьбой. А зачем при всех? Я не могу сказать. Ну, это, если это просьба, то тогда как она касается всех остальных? Сергей Васильевич, вам, наверное, нужно такую просьбу мне ВКонтакте написать в личном сообщении. Как человек может просить вот во время вебинара? Скажите, те люди, которые здесь находятся, они должны участвовать в обсуждении вашей просьбы? Это просьба ваша по отношению ко мне. Разве нужно выносить такие просьбы? Там, это же, знаете, как интимная жизнь. Знаете, тихонько попросил, знаете, зачем перед всеми? Я понимаю, там, Андрей Андреевич, большое спасибо, чтобы все слышали, знаете. Ну, спасибо, пожалуйста. А там, дайте мне, пожалуйста, так нельзя при всех. Ответьте, пожалуйста, прошла посвящение, 1-ю ступень 2 года назад. Можно дальше продолжать? Или 1-я ступень сейчас обновленная, опять проходить? Да, можете продолжать идти на 2-ю ступень. Мантру Манипхадра читать 1 раз или 108? 108. Андрей Андреевич, психическая и эфирная энергия разные, абсолютно разные. Психическая энергия отличается от эфирной энергии. Очень подробно я открываю или вскрываю эту тему на 3-й ступени школы Кайлас. Эфирная энергия – это та энергия, которую создаем мы своими мыслями, ваджрарная энергия. Она заставляет других людей танцевать под нашу дудку. Астральная энергия – это то, что подогревает наше тело, является отчасти элементом сатвическим или земляным, возникает в ночное время, когда мы спим или лежим с закрытыми глазами. То есть виды этой энергии разные вообще, они по качеству совершенно другие. Эфирная энергия накапливается у нас с левой стороны и в левой части нашего сознания. Ваджарная энергия с правой стороны и больше в печени. Понятно, разница есть. Добрый вечер из Питера. Напишите, пожалуйста, описание ко всем шумам, чтобы было выбирать более детально и с более большой полезностью. Огромное спасибо вам, друзья, что вы даете мне задания, потому что я сам без ваших заданий, ну вот никак не справляюсь. Есть такая особенность. Очень часто люди дают мне советы и дают мне задания. Это выглядит так. Андрей Андреевич, подберите. Андрей Андреевич, дайте. Андрей Андреевич, а можете ли мне еще подарить? Ребята, настоящий эзотерик работает по принципу взять больше, чем отдавать. Понимаете, взять больше, чем отдавать. В тот момент, когда я смогу брать больше, чем отдавать, тогда я буду отдавать больше, чем я могу вообще принимать. Понимаете, это такая особенность. Опишите, сделайте что-то там, пожалуйста, и так далее. Это ничего не работает. Почему? Есть другие задачи, и вы просто не можете понять этого. Вы понимаете? То, что, конечно, сейчас можно захлопнуть вообще этот вебинар, сказать, Дуйко сошел с ума и так далее. Но в том, что были созданы шумы, вы можете мне не поверить. Это проявление моего невероятного альтруизма по отношению к людям. Серьезно, невероятного альтруизма, просто невероятного. И в том, что я их продаю дешево, это невероятный мой альтруизм, что мне не свойственно, потому что я знаю, как это развивает человека и как это и насколько может изменить жизнь человека. Также то, что эти шумы были созданы и они продаются дешево, это невероятно для всего человечества. Это изменит человечество, изменит его 1000 раз, и вы даже не представляете, как массированно это происходит уже сейчас. Потому что уже сейчас шумов скачало 60 тысяч человек, и они начнут делать вспышки, которые на Земле сейчас будут регистрироваться.
Понимаете, это нереально. В том, что сейчас появляется спокойствие, и люди перестали гавкать, в этом виноваты шумы, в том, что они появились на этой планете Земля. Понимаете, возможно, это одни из самых уникальных элементов, которые вообще когда-либо создавались мной и когда-либо вообще будут созданы кем-либо на Земле. Я не собираюсь открывать то, как я это делал, но для шумов создавались специальные программы утром, читались в обед, находился при этом в специальном состоянии, и для многих шумов в дальнейшем синтезировались определенные символы, знаки для того, чтобы это работало. Поверьте, не все так легко. Поэтому, переписав шумы, не будет того должного эффекта, который должен быть, а во многом шумы работают не просто невероятно, они работают глобально. Они работают так, что вас видно на энергетическом плане на планете Земля. Если где-то летят энергетические сущности, или там боги, или какие-то девы, или какие-то там божества, то они непременно видят вас. В тот момент, когда вы слушаете вот эти шумы. То, что происходит с вами, это невероятно. Можно вас идентифицировать и даже сказать, где эти шумы слушаются, даже зайдя в интернет. То есть можно сказать, начал человек слушать шумы или не начал. Вы за счет этих шумов становитесь светлее, добрее, умнее, красивее, ярче. Вокруг вас люди изменяются. Даже дом, в котором вы живете, потенциально ощущает эти вибрации. В дальнейшем, когда вы израсходовали эту вибрацию, то на месте вакуума психической энергии появляется вакуум, и вы в этот момент, когда ходите, становитесь добрее, психическая энергия в этом вакууме начинает накапливаться быстрее. Там много есть всего с этими шумами. Андрей Андреевич очень ноют зубы. Что делать? Каолином почистить, блендом эдом, солью, содой пополоскать. Может тогда мужу салпадин попить, к стоматологу сходить запускать. Можно тогда мужу слушать перед другим шумом, шум не для поднятия психической энергии. Мужу больше отдыхать. Андрей Андреевич, влияет по женскому роду, когда и бабушка, и мама рано стали вдовами. Теперь и я, это одиночество до конца жизни. Андрей Андреевич, а шумы поднимают тона? Поднимают. Какой шум слушать, чтобы сдать экзамены? Благодарю. Сдайте, не переживайте. Говорили на первом вебинаре, что шумы на 58 минут, что шум шабри это для быстрых денег. Я его и взяла. Теперь говорите, что шанкара. И шабри тоже для быстрых денег. Сегодня Саша сказал, что включил его и на протяжении часа получил 5000 гривен. Что это не быстрые деньги, за час заработать 5000 гривен, слушайте. Я тоже сегодня включал, очень быстро получил, только не 5, чуть больше. Спасибо за все. 7 ступеней шумы. Что нужно для открытия тибетской формулы в Казахстане? Казахстан. На какую сумму нужно закупить продукции по основным группам? Если вы хотите открыть у себя представительство в своем городе тибетской формулы, вам нужно сделать обязательную закупку в нашей компании на сумму $2000 США. Это обязательное условие. Если вы хотите офис открывать, покупаете товары на $2000, снимаете офис, после этого получаете этот товар со скидкой. Покупаете на $2000, определенная скидка. Покупаете на $5000, еще определенная скидка. Покупаете на 10 000, еще определенная скидка. На 20 еще больше скидка. А если я куплю на 100 000, Андрей Андреевич, смогу ли я получить 100% скидку? Можете. Я вам могу продать за 100 000 товар на полную сумму и на 100 000 его подарить. Серьезно? А что нет? Дайте 100 000, я вам подарю на 100 000. Какой шумов позволит видеть будущее? Сегодня разговаривал с одной девочкой, не буду говорить с кем, и начали разговаривать, она говорит, я начал работать со свечой, как вы обучали на первой ступени. На первой ступени обучаю свечой работать. Работала со свечой, слушала для ясновидения и начала говорить там, кого как зовут, там, кто когда, там, у кого что случится, начала по чуть-чуть. Прикольно. Так, видите. Дело в том, что шумы не откроют ясновидение. Надо еще работать над собой. Это особенность такая. Ясновидение можно развить. Для того, чтобы развить, очень много методов у нас есть. Методы развития ясновидения плюс шумы как дополнение, и вы ясновидящий. Может ли это быстро сработать? Ребята, у нас
милиционер, проработавший в милиции длительное время, пьющий после секты там непонятно какой, выпивающий за раз больше 2,5 литров, так на протяжении 5 лет, пришел в школу и развил у себя на протяжении 1,5 лет ясновидения. Ну, больше, да. Ему давалось это тяжело. Тем не менее, он сейчас снимает информацию, может сказать, там, какие там, где там что сделано. И так. Что может делать ясновидящий? Могу сказать, как это у меня происходит. Итак, вот последние деньги, которые были заработаны, $1000, это произошло там вчера, позавчера. То есть человек пришел и говорит, там, что-то потеряно, нужно срочно это то, что потеряно. А что потеряно? Потерян ключ, если этот ключ найдем, то откроем сейфовую там ячейку, если ячейку не откроем, то тогда ее арестуют и никто ее не откроет. Почему так? Потому что сейфовая ячейка принадлежит не мне, тому, кому принадлежит, давно человека нет уже, а в сейфовой ячейке лежит определенная сумма денег, большая. Хорошо, что нужно сделать? Единственное, что нужно сделать, найти ключ. Хорошо. У тебя какая была раньше машина? Была раньше машина такая-такая-то. Ты последнее время машину продавал? Продавал. Ищи тому, кому продал машину. В машине, в заднем сиденье, в боковом кармане сзади найдешь ключ. Но не в самом кармане, а в сеточке. А что он там делает? Ребенок твой ехал, игрался с твоей барсеткой. После этого взял из барсетки ключ и бросил на пол. Жена ехала, спросила, ключ какой-то валяется, ты ей сказал, положи сзади в сиденье, и она его туда запхнула. Едь, ищи машину, он тут же звонит и говорит, куда подвезти $1000. Говорит, ключ найден, спасибо большое. Он бы его нашел? Никогда. Вообще никогда, вообще никогда. Женщина говорит, где дело там то-то, то-то. Я говорю, у тебя с левой и с правой стороны от телевизора полки. Есть с левой стороны? Есть. Но там не может быть. А ты посмотри. Боже, есть, оказывается. Ура, спасибо. Дальше у нас была тетенька, она говорит, паспорт потеряла. Паспорт потеряла. Я говорю, ты не переживай, паспорт найдешь. Тебе его отдадут. Тебе его отдадут только там, где фотография будет насквозь дырка. Она мне звонит и говорит, насквозь дырка. Там, где фотография, отдал дворник. Говорит, дворник нашел когда-то, был пьяный и на гвоздик прицепил. На гвоздик процепил. А потом, говорит, ходила, увидел меня, говорит, о, так ты паспорт потерял. Она говорит, да, так я сейчас тебе отдам. Отдал, говорит. Она говорит, а почему дырка в середине? Он говорит, я не знаю. Я не знаю. Потом говорит ей, это я был пьяный и просто, чтобы не потерять его, на гвоздик так вот одел. А говорит, ты ходила, думаю, где я ее видел? А на паспорте точно. Сейчас начнется. Андрей Андреевич, найдите паспорт и так далее. Все это возможно, платите $100, знаете, и после этого мне это ничего не стоит. Сейчас вы даже не представляете, у меня очень много клиентов, которые заказывают у меня там всевозможные работу с энергией. Меня физически не хватает. Если вы хотите, чтобы я что-то нашел, обращайтесь в декабре месяце. Сейчас до ноября месяца заказов, даже которые я взял бы за $1000, этих заказов нет. Я их даже не возьму, потому что такое большое количество заказов. Почему много заказов? Потому что высокая эффективность. Наверное. Итак, Андрей Андреевич, хотелось бы не просто учиться для себя эзотерике, а в дальнейшем работать, всегда быть привязан со школой Кайлас. Есть ли у меня надежда? Да. Я сейчас сделаю упражнение 3-й ступени. Я обычно говорю так. Для того, чтобы быть нужным в школе Кайлас, нужно быть нужным в школе Кайлас уже сейчас. Как это проявляется? Это популяризация направления, иногда даже без денег, иногда даже, знаете, вот я знаю людей, люди делают так, я буду там бесплатный вебинар выставлять, если бы за него можно было получить там какие-то деньги, я так не буду, да, я благодарен Дуйку, Дуйко молодец, но пошел нафиг, все, конец. После этого есть другие люди, там, допустим, человек делает там бесплатно что-то вложил, какую-то статью, сделал ссылку, он понимает, что это там плюс карму. Вы что думаете, это не видит никто? Я это замечаю как никто. Я профессионально юзаю в интернете, все вижу. После этого, вот вообще все видно, вот вообще. То есть я знаю, кто там продает. Что думаете, я не знаю, кто продает складчины? Я все их могу назвать вообще, которые есть. Хомяки, складчи.ком и так далее. Все знаю.
Я понимаю, что это люди, которые делают для меня рекламу. Рано или поздно все равно все складчики придут и будут у меня официально учениками. Почему? Потому что все равно должно быть будущее и продолжение этому всему. Все равно как бы веревочки не виться, все равно конец всегда придет. А конец будет все равно. Я торгую на рынке на открытие площади изделиями из камней. Будет ли работать шум привлечения клиентов? Да. Здрасте, здрасте. Андрей Андреевич, дедушка по маминой линии долго проклинал маму за то, что вышла замуж за моего отца, на трое детей, никто из нас не создал семью, нет успеха в работе. Скажите, пожалуйста, это влияние, проклятие? Ну, если будете проходить первую ступень, вторую, третью, после поднятия тонов проклятие исчезнет само по себе. У нас в школе есть особенность. Какое бы проклятие ни было и какого бы влияния не было, достаточно дойти до третьей ступени и начать поднимать тоны. После поднятия тонов любые проклятия закрываются. Нереально. Там, если поднимаешь тона, то на высших тонах влияние невозможно. А если у вас есть еще зенит, и вы там ставите, хорошо ставите себе тотемную энергию, то влиять на вас вообще нереально. Почему? Огромное количество ваджарной энергии сознания. Для того, чтобы влиять на ваше тело, нужно чье-то сознание. Вот посчитайте, есть океан сознания и капля сознания. Может ли капля сознания повлиять на океан? Повлиять не может, но присоединиться может. Поэтому если тотемная энергия есть, если у человека много ваджарной энергии, то любое влияние он воспринимает просто как стягивание на себя огромного количества добровольно отданной энергии. Естественно, когда вчера было вот ощущение там негатива, которое я ощущал во время того, когда вечером там было подключение, то я добровольно эту энергию принял. Почему? Я сочувствую тем людям, которые оказались на другой стороне. Очень сочувствую. Потому что, вероятнее всего, сегодня они лежат плашмя. Почему? Ну так, это теперь моя психическая энергия. Большое им спасибо. Я дико извиняюсь, правда, что после операции под общим наркозом увидеть прошлые жизни сложнее. Я не могу понять, зачем человеку прошлые жизни. Вот смотрите, очень часто говорят, что найди первопричину, и после этого у тебя изменится твоя жизнь. Я с этим не согласен. Объясню почему. Бабушка очень не любит зятя. Она постоянно ему там какую-нибудь гадость делает. То там носок спрячет, то, я не знаю, там одежду выпачкает, то ему в тарелку плюнет, там, беззубыми зубами, то ему там какашкой там портфель измалюет и так далее. Папа это замечает, но почему-то считает, что это делает там ребенок. Причем ребенок не его, допустим, а там тот, который там женился, там девочка от чужого брака, и после этого он думает, что это делает девочка. И после этого он постоянно злится на этого ребенка, на эту девочку. После этого они целой семьей прожили месяц, бабушка вредила этому зятю, зять ненавидел искренне эту дочку, жена его ничего не могла в этом понять, это целый месяц накапливалось, и они пошли смотреть кино. Они вышли на улицу, у папы было плохое настроение, он утром проснулся, его разбудили. Вчера был бадун, он не мог отказать, потому что Петя должен был заказать в одном ресторане еду, а заказал в другом ресторане еду. В этом ресторане еда была плохая, водку дали паленую, все поотравливались. Он утром проснулся, потому что жене обещал. У жены при этом начались критические дни, хотя должны были быть раньше, но нашлась подруга Елизавета, которая продала не те пищевые добавки с просроченным курсом действия, она их напилась и начались более болезненно, чем раньше. При этом она нечаянно посмотрела кино, а также выпила кофе, которое было просрочено, и у нее начал болеть живот. Шли они, у него накопилось, он начал орать на нее, а она из-за ПМС просто его послала. Ребенок при этом был очень возбужден, потому что тоже на нычку напилась кофе, и ее там послали дети, которые постоянно целую неделю ее унижали, потому что от рук пахло какашками, потому что она мазала там тоже что-то, или там бабушкин портфель и так далее. После этого там трогала папин портфель, чтобы помочь донести, но руки не мыла, шла в школу, и от нее пахло. И после этого ребенок нечаянно, когда папа с мамой начали кричать, она выбежала на улицу, ее сбила машина. И после этого стоит папа и кричит: ты сволочь. Мама говорит: ты сволочь. А при этом никто ребенку не помогает. А теперь скажите мы, если мы найдем первопричину, то где она? Первопричина того, что ребенок вышел. Может быть, бабушка, что пачкала какашками портфель.
Или это дети, которые обижали, или это жена, у которой там кофе какое-то там, или это, я не знаю, там пролившееся подсолнечное масло на трамвайные пути, или я не знаю, что вообще. Где первопричина? Их же не одна, их тут 1000. А там, может, туда, там синица летела не туда. Там пыль неправильно скапливалась, понимаете? Нечаянно на ночь не выключили телевизор. Их может быть миллион. Что от того, что мы узнаем, что было раньше? Разве мы можем изменить настоящее? Что от того, что мы найдем первопричины и будем знать, в чем они? Разве это поможет этому ребенку? Прикиньте, они сели, вошли в медитацию, вспомнили все первопричины. И что? И ничего. И после этого ребенку от этого лучше будет? Никогда. Хорошо, ребенок лежит в коме, и после этого мы отмотали целиком его жизнь, нашли все первопричины, и его прошлые жизни просмотрели. И что? И ничего. Тогда о чем вы говорите? То есть вы готовы потратить огромное количество психической энергии, чтобы посмотреть прошлое. Зачем? Чтобы что сделать? Чтобы посмотреть. Посмотрите кино, оно будет интереснее. Потому что вы из прошлой жизни вспомните то, каким вы были негодяем, как вам было плохо, что вас кто-то там убивал, мучил, как вас как вас совесть мучила. Зачем вам это? Мы в этой жизни вспоминаем все плохое. Неужели мы в прошлой, думаете, вспоминали все хорошее? Или вы думаете, что вы будете прошлое вспоминать, как будто вы летите сверху, и там картинки какого-то кинофильма? Это знаете, как в свое время мы, будучи молодыми, ребятами, там целой группой, обчитались Кастанеду, после этого почитали Блаватскую, после этого почитали там Трумпу, после этого после «Воин света», после этого решили срочно ехать в Тибет, потому что думали, что если мы спустимся в какое-нибудь ущелье, то непременно найдем индийского йога. После этого ползли 10 дней там куда-то по горам, знаете, каждый рыгал при этом по 15 раз, потому что не могли никак надышаться, чем воздуха нет, дышать нечем. А мы все толстые, обросшие свининой, знаете, и нам было тяжело. После этого он говорит, так ты нам найди хоть какого-то одного там человека, там мудреца, который сидит. Он говорит, я знаю одного, он там от полиции китайской скрывается, уже 20 лет сидит в пещере. Ну дайте нам возможность с ним пообщаться. Привел он, как выполз оттуда дедушка какой-то, вонючий, старый, сморщенный. Почему? Потому что он живет в этой дырке, в камне, в земле. Питание его это там чай какой-то, там какой-то рис, знаете, там одна жменька. Он испытывает колоссальные страдания, потому что весь покручен ревматоидным полиартритом и всю свою жизнь читает мантру «Ом мани падме хум». И ему очень плохо. И его лицо настолько прокоптилось, потому что для того, чтобы греться, он собирает палочки и прямо без вытяжки, без всякой, там поджигает, и вот в этом дыме спит, живет, его зубы сгнили, он при этом не старый. У него руки покрученные, он весь не старый, у него не было никогда жены, его не светит никакое будущее. Это человек, который живет в норе. Но есть же другие люди, которые могут залезть в ванну, намазать себя маслом, есть красивых тарелок, знать, что такое кухня, что такое музыка. У него жизнь ничего нету. Он живет в дырке, читает «Ом мани падме хум» и верит в Будду. В чем мудрость, я не могу понять, знаете. После этого настолько разочарованность была, знаете, такая тотальная разочарованность, потому что мы прочитали Блаватскую, прочитали Рериха, вы ждали, что мы приедем в этот Тибет, и там будет огромное количество высокодуховных просветленных людей, и после этого ничего этого не увидели. Что просветленные, при этом от них пахло нехорошо, они говорили, что они еще какие-то, при этом не создавалось впечатление радости. У них были силиконовые улыбки и не очень хорошие запах изо рта. Знаете, смотря на это все, ты начинал понимать, что, ну, наверное, этот человек не очень счастлив. Знаете, но мы же все шли за счастьем и, наверное, искали момент счастья. А кто может научить состоянию счастья? Тот, кто по-настоящему будет сам счастлив. То есть хочешь научиться счастью? Учись у человека, кто счастлив. Хочешь научиться семье там хорошей, и учись у человека, который имеет хорошую семью. Хочешь научиться здоровью, учись у здорового. То есть хочешь чему-то научиться, выбирай пример. Правильно же, да? Это же как бы разумно. То есть, а хочешь несчастью, научись у несчастного. Что может научить батюшка с длинной вонючей бородой, знаете, с грязной одеждой там или не грязной одеждой, который женщин не видел?
гавкает на свою семью, и там у жены несчастной, задолбанной какой-то там 12-й ребенок. При этом там постоянно всех поучает, она смотрит на него и искренне ненавидит. Чему он должен научить? Как нужно воспитывать свою жену? У меня был разговор с батюшкой одним, он мне говорит, вообще главное быть мужчиной. Я говорю, я с этим абсолютно согласен. Только вот понимание мужчины в его голове и в моей абсолютно разное. Он говорит, когда моя возмущается, я ее бью. И говорит, у нас почитание и покой. И говорит, я ее просто бью так нормально. Говорит, так, чтобы... Ну, говорит, это нормально, это чтобы убоялась мужа своего, и все. И у нас, говорит, она молчит, она там все делает. Если, говорит, нечаянно что-то не убрано, я ей в зубы, и все. Она потом чувствует себя великолепно. Ну, такая хорошая становится. Ты попробуй это быть мужчиной. Женщина ждет, что кто-то ей даст в голову. О, Боже. Я говорю, да, это мужество, конечно, его у вас не отнять. Наоборот, мужественный человек – это тот, кто лишний раз переборет себя, не наругает ребенка, не оскорбит жену, с каким бы ни было настроение, найдет в себе силы быть толерантным, интеллигентным и хорошим человеком, близким. Понимаете? Вот это быть мужественным человеком. А быть идиотом, орущим на окружающих, там бить зубы, много шума не надо. Понимаете? Не сдерживать свои эмоции, быть разгильдяем эмоций, распускать свои эмоции – это тоже быть человеком вне эзотерики. Эзотерика – это тотальный контроль эмоций, это тотальное принятие эмоций, освобождение от них, бесконечное состояние ровности, как говорил в свое время Будда Гаутама. Контролируй левую и правую сторону, не примыкай ни к тем, кто хочет разделять тебя, ни в правильное, ни в неправильное состояние. Живи по принципу ламрим. Не обретай состояние одних, не обретай состояние других. Живи по принципу своего самопознания. Срединный путь Дхармакая, вы представляете, он был совершенно прав. Почему? Помните правило 3 деревьев в лесу или правило 3? Если ты примыкаешь к тому, кто издевается над другим, то тогда ты должен стать либо тем, кто обижается, либо тем, кто обижает. Понимаете? И это неправильно, потому что Будда говорил, что ни одно, ни другое правило не срабатывает. Андрей Андреевич, стрелку из сефиров для поднятия тонов лучше строить вечером? Да. Вы сегодня обещали посвящение? Да. А на морских курсах можно будет купить эзотерические товары? Да. Минору четкий? Да. Андрей Андреевич, заказываем кольцо Кайлас, нужен размер пальца. На каком пальце лучше носить? Очень хорошо носить на указательном пальце, или носить на среднем пальце, или на указательном, или на среднем. А, носите на каком хотите. На одном из семинаров говорите, что... На одном из семинаров говорите, что нужно прежде всего... Если появились деньги, нужно гасить долги. А вот появились вдруг, что будет? Вернее, погасить час долга или купить ступень. Вернее, погасить час долга. Человек, который движется на пути финансового развития, должен ставить на первое место погашение своих долгов. На первое место. Не будет будущего развития, если будут долги. Долги топят, убивают, уничтожают. Отдавались ли долги до того момента, пока не появлялась цель отдавать долги? Пока у человека нет цели отдавать долги, долги не отдаются. Долги нужно отдавать с того, что вы их начинаете отдавать. А как кармически мы не отдаем долги? Мы избегаем возможности их отдавать. Таким образом, чем сильнее ты избегаешь возможности отдавать долги, тем больше у тебя долгов будет. Таким образом, ищи возможность, чтобы максимально быстро отдать долги, тогда долгов у тебя не будет. Как они появились? Появлялась возможность не рассчитаться, не отдать долги, не желать отдавать долги. Когда это желание появилось, то появилась невозможность, и долги начали наматываться, накручиваться. Нужно всегда стараться отдавать даже по чуть-чуть, но отдавать. Как отдать долги? Ставьте за цель отдавать их. Здравствуйте, Андрей Ильич, я еще не полноценный ученик нашей школы. Тогда вас читать не буду. Значит, становитесь полноценным, проходите первую ступень. Скажите, пожалуйста, что мы на замужестве... Ой, как я много вас обижаю. Знаете, возможно, это уберет внутреннюю харизматичность и амбициозность. Почему? Мы все равны.
Кому я готов помогать больше, чем остальным людям? Ученикам школы. А если этот человек не ученик школы, тогда для меня и не важно. Сегодня девушка приходила, она показала ожог на руке. Я говорю, а вы что, 2 ступени закончила? Она говорит, нет, я даже первую не проходила. А зачем же вы тогда ожог на руке поставили? Но я же получила посвящение 2 ступени. Какое посвящение? Зачем ты себе руку пекла? Еще и пропекла чуть ли не насквозь. Я говорю, ну зачем же это нужно было? Я говорю, зачем вы это сделали? Я не знаю, вы же сказали на семинаре, подожги палочку, жги руку. Ох ты ж, боже мой. Еще и в записи смотрел. Я говорю, ну тоже подход нормальный такой. Андрей Андреевич, может быть перебор пси-энергии. После того, когда у человека появляется перебор пси-энергии, то он становится просветленным. Перебор пси-энергии где? Тут очень важный вопрос. Для того, чтобы перебор пси-энергии был, она должна быть набрана осознанно. А осознанно она накапливается в сознании, которое строится только после прохождения 6 и 7 ступени. Невозможно быть перенакопление психической энергии, если человек не прошел 6 и 7 ступень. Нереально, невозможно, не бывает. Мы на 7 ступени в этом году будем использовать специфическую практику, которая называется обретение состояния просветления. То есть мы будем сидеть, и я буду после этого смотреть на всех, и люди будут ощущать тот момент, когда у них будет происходить перебор психической энергии и засвечивание энергетических коконов. После этого будем делать фотографии, я потом окружающим людям покажу, как люди вспыхивают прямо на фотографии. Круто, скажите. Андрей, скажи, пожалуйста, стоит ли нам продавать машину? Стоит. Андрей, скажите, пожалуйста, шумы на замужество можно применять к женитьбе или такие шумы разные? Да, можно. Там же есть женитьба. Найти клад, спасибо. Есть очень хорошая пословица, говорят, дуракам везет. Если вы не дурак и себя таким не считаете, то клад вы никогда не найдете. Клад может найти только дурак. Причем такой, на всю голову вообще, вот как я. Знаете, я стабильно что-то нахожу. Говорят, почему у тебя постоянно много идей? А идеи есть клад. Таким образом, если у вас идей не хватает, тогда найдите клад. То есть шум для обретения клада – это не банально найти клад в земле. Это находить везде во всем изюминку в виде зерна, что вот точно это начнет получаться. Поняли? Найти клад – это значит стать человеком, который из всего разнообразия видов бизнеса найдет только тот, который приносит самое большое количество денег, как клад. Поняли? Или там есть миллион сетевых компаний, и ему говорят и это, но он выбрал одну никому неизвестную, и после этого у него как клад заработал миллион. Он говорит, ого, что это было вообще? Знаете, у нас есть такая женщина, и я могу сказать точно, что для нее эта пословица очень-очень хорошо подходит. Еще раз хочу сказать, дуракам везет. То есть, когда в свое время я начал смотреть на нее, я понял, что там действительно очень это подходит. Знаете, то есть смотришь, идешь так, ой, боже мой, вот это да. То есть блондинка выросшая и поправившаяся на 100 килограммов. И после этого вот так повезло человеку, раз, и после этого нечаянно куда-то вступила в сетевой бизнес, нечаянно вступила на очень хорошую долю и нечаянно заработала много-много тысяч долларов. И после этого клад же находишь один раз. Поэтому и везет как клад. То есть ты его нашел, забрал и конец. То есть у нее это произошло. Она нашла и после этого говорит, что мне с ним делать? Я говорю, хватай и уходи. Она говорит, как хватай и уходи? Можно же дальше вкладывать. Ну, если ты клад нашла, если ты уже дуракам везет, тогда его нужно забрать и уйти. Она говорит, ну я не могу, я буду дальше вкладывать. А вот это уже незачем было делать. Я ей тогда говорил, даже Света знает, о ком я говорю. Я ей тогда говорил, не надо вкладывать ни во что, завязывай ты это. Дуракам не везет, дуракам везет. До того момента, пока ты была, дуракам везет, тебе везло. А сейчас, когда ты стала думать, что ты умная и можешь уже смоделировать мыслями, идею, во что же вложить, то вот в этот момент тебе не будет вести. Просто надо было схватить и убегать, ни во что не вкладывать. Конец. Почему? А сейчас ей нужно, естественно, читать новые, вернее, проходить новые, слушать шумы
для обретения кладов, для того, чтобы везло. Понимаете, хотите много денег, чтобы упало на голову, вот клад найти. Для мужчин, куда ни глянешь, есть разнообразные виагры. А есть ли у вас подобный шум для женщин? Обретение женской сексуальности. Есть такой шум. Он действительно работает лучше любой виагры. Вообще, самая лучшая виагра для женщины – это любимый мужчина. Нет лучше виагры, чем любимый мужчина. И нет хуже виагры, чем мужчина, женщина себя ложится, обниматься, которого искренне ненавидит. Понимаете? Женщина, которая искренне ненавидит того человека, кто рядом, с ним виагра даже не нужна, ничего не получится. Наверное, точно так же и мужчин. Я не знаю, мужчин, наверное, как-то с этим проще, но если взрослый мужчина и все там, совсем все плохо, то тогда ни одна виагра не поможет. Почему? Самая лучшая виагра – это любимая женщина. Вопрос о голодных духах. У меня абортов не было, но у мамы было, и бабушки 5 и 6. Все это голодные духи перейти на меня не бывает. А что правда, блондинки не такие умные? Ольга? Нет, я не считаю. Я считаю, что блондинки настолько умные, что показывают всем, какие они неумные. Понимаете, в этом их подвох. Да, все расслабляются, и в этот момент они их прокалывают. Я ученик школы Кайлас, Андрей Андреевич, можно ставить шум на всю ночь, ложиться, при этом спать. Будет нужный эффект? Да, можно. Для денег можно. Скажите, какой шум лучше приобрести? Увеличение или обретение пси-энергии? И тот можете. А что правда, что блондинки? Правда, да. Когда я слушаю шумы в теле вибрации, это правильно? Угу. Андрей Андреевич, можно ли подарить шумы детям? Живу отдельно? Можно, за деньги. Можно ли подарить шумы детям? Можно. Андрей Андреевич, ага. Как работает шум обретения недвижимости? Как работает шум обретения недвижимости? Что вы имеете в виду? Не могу понять. Как работает шум? То есть у вас... Вы должны для себя сложить, я так понял, скрипт какой-то. То есть кто-то должен что-то принести для того, чтобы потом что-то там принести, или мне подарить, или что конкретно, да? Не бывает конкретно. На голову упадет. Идете и будка. И все, и понимаете, там была чужая, стала ваша. То есть недвижимость. Или там были на вокзале, и после этого кто-то встал и говорит, теперь вы можете здесь жить, понимаете? То есть недвижимость точно будет, 100% обретете. То есть эта недвижимость, возможно, появится. Обретение недвижимости. Недвижимость – это когда у человека есть документы на то, что ему что-то принадлежит. Есть такие люди, живут, и вроде там и жизнь хорошая, и деньги накапливаются, а вот никак не складывается эта недвижимость, и все. Вот обретение недвижимости поможет. Хороший шум. Появятся мысли, а туда, куда мысли, туда материализация. Понимаете? Появятся мысли, вот и неплохо бы ради недвижимости еще что-то сделать и так далее. Андрей Андреевич, я живу в поселке с другой национальностью. Проявляется национализм. Поменяем место жительства в ближайшее время. Поменяйте, да. Андрей Андреевич, я читаю вашу книгу, которую вы выложили, являюсь ученицей школы. Нет, не являетесь ученицей школы. Книга не дает человеку возможность стать учеником школы. Это введение в эзотерику, это мой бесплатный вклад для человечества. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, у моей знакомой ребеночек 2-месячный скатился с дивана на пол, и головка сейчас плохо держится. Могут ли в будущем последствия? Спасибо, могут, да. Дочери 15 лет, на протяжении года в области живота эрозии пролечила, а боли не исчезают. Скорее всего, панкреатит назревает у девочки. Можно ли слушать шум без наушников? Вот у меня нет наушников, можно. Андрей Андреевич, прошла 2 ступени, хочу спросить, слышала что-то, 3-ю ступень, надо приехать в Киев или неправда? Нет, не надо приезжать, можете тоже купить и пройти. Как оплатить с гривневой карточки Данила? Свяжитесь с Данилой, Данила, оставь свой адрес, и в дальнейшем он вам сбросит мою гривневую карточку. Андрей Андреевич, посчастливится ли мне сыном приехать к вам на морской курс? Очень хочется посчастливиться. Шум продаж недвижимости продает, для агентства подойдет. Чудо-волшебная палочка заработала. Нужно потрудиться, за халяву платить придется. А скажите, круто работает волшебная палочка?
Но с этим надо потрудиться. Я ей тогда говорил, 3 волшебную палочку, и она будет приносить свои плоды. Какое-то чудо вообще. Просто если волшебную палочку готовить, она нереально офигенно работает. Вот прям как волшебная палочка. Со временем ночью можно увидеть, как волшебная палочка светится, как вот прямо в каком-то... А в тот момент, когда делаешь вот так, то есть сначала нарисовал там, как в Sunshine Коконе, да, а после этого, когда делаешь вот это движение, то в последний момент со временем ты начинаешь видеть, как в этот момент из палочки выходит синенькая блик такой, прям аж ощущаешь это и видишь. Работал с палочкой, и ее кто-то стырил. У нас не теряется, здесь сестра. У нас только украсть можно. А украсть можно. Почему? Мы доверчивые очень. Андрей Андреевич, вы достигли просветления. Вы знаете, наверное, ответить на этот вопрос сложно. Почему? Объясню. Я знаю, как оно может возникнуть у другого человека, и могу это увидеть. Но могу ли я его идентифицировать, если его осознаю сам? На этот вопрос ответить не могу. Почему? Я человек дотошный. То есть я знаю, когда у человека совершилось просветление, я это видел. После этого он мне сказал, я ощутил просветление, я его почувствовал. И я видел, как вокруг этого человека появилась там энергия, сияние, свечение и так далее. Я могу сделать все для того, чтобы в другом человеке появилось просветление. Но определить, что я могу почувствовать в себе в тот момент, когда оно со мной произойдет, я не могу. То есть у меня идея сделать так, чтобы другой человек его ощутил, после этого совершить опрос и после этого двигаться по направлению к этому, для того, чтобы в дальнейшем его ощутить. Сам же я не ощущал никогда состояние просветления, потому что для того, чтобы его ощутить, я должен четко на 100% понять, как идентифицировать это состояние. Вот если я идентифицирую, оно будет повторяться. А почему я не могу его достичь? Ни в одной книге не написано, что должен ощущать человек в тот момент, когда просветление с ним произойдет. Обычно пишется так. Шатханг подметал очень длительное время, подметал листву и делал это каждую осень. После этого вышел на улицу и понял, что листвы еще очень много. Вышел мастер и сказал, странно, ты ее подметаешь, а она все падает и падает. В этот момент он достиг состояния просветления. Ну а как же он ощутил? Почему не написано? Что же он ощутил? То есть он в этот момент что? Описался. У него там прям ощущение цветочка в голове было, защекотало. Я не знаю, в животе у него что-то перевернулось, задергало его. Его так контузило, что он пал без сознания, его тащило 4 суток. Головокружение было такое. То есть что там вообще с ним произошло? Где дальше? Он ощутил, А как же тогда его ощущу? Если вдруг у меня оно и проявляется, то, возможно, его ощущал много раз. Только я не могу подтвердить и не могу опровергнуть. Почему? Я не знаю, какое оно должно быть до конца. Никто не пишет, что же он ощущал. Написал, Доген ощутил просветление. Отлично. Как он его ощутил? Что он при этом ощущал? Почему он не написал, я его ощутил, это было вот так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, еще и в ногу задергало. Почему он никак это, дальше он писал, это ты когда ощутишь, поймешь, вот я и жду. Возможно, как-то накроет, у меня когда-то такое было, готовил мазь на основе белены. После этого забыл руки помыть, представляете, поел хлебушек какой-то. После этого так накрыло, знаете, такое ощущение было, как будто все вокруг такое приятное, светлое и так далее. Может быть, это ощущение просветления было. Тогда так все банально просто, но это сродни ЛСД. Может быть, купить просто таблеток ЛСД или каких-то там, я не знаю, амфетаминов и каждый день ощущать состояние просветления. Знаете, тоже вариант, знаете, что-то в этом есть. Ну, знаете, после этого просто зависимости отходняк. Не сильно хочется вот так вот. Тогда вопрос, если его нельзя идентифицировать и нигде в книгах это не написано, то тогда можем ли мы в случае, если мы его будем ощущать, идентифицировать?
А в случае, если мы его не можем идентифицировать, то каждое состояние, которое является аномальным для нас и радостным, вероятнее всего, может идентифицироваться нами как состояние просветления, потому что написано, что если ты ощущаешь радость, это приносит тебе нескончаемое удовольствие, тогда ты испытываешь состояние просветления. Я тогда вечно просветленный. У меня 24 часа в сутки в голове состояние радости. Тогда я что, 24 часа просветленный? Свет. Я в одной книге читал, человек, который закрытыми глазами видит свет, то тогда он является просветленным. А если человек видит тьму, то тогда он не является просветленным. Я закрываю глаза, свет, темнота, свет, темнота, свет, темнота, свет, темнота, свет, темнота, свет, темнота. Вокруг себя свет, темнота, свет, темнота. Долго удерживает свет. Ничего при этом не видит. Сейчас усну, если не буду этого делать. Я могу удерживать свет в голове сколько хочешь вообще. На этом свете могу напечатать и даже попросить, чтобы кто-то напечатал. И после этого самое страшное еще и прочитать, что кто-то напечатал. Откуда вы это берете? Слушайте, ну так что я тогда искренне просветленный или что? Ну, наверное, кто-то бы мог сказать, ага, это Дуйко просветленный. У-у-у-у. Если бы мне нужно было манипуляция над людьми, то я, наверное, бы делал так. Вышел бы, наверное, с таким воротником. И на вопрос, когда мне бы кто-то спрашивал, вы просветленный, вы делаете так. Пожалуй. Уэ. Почему? Потому что страшный смех делает человека не таким, как все. А раз не такой, как все, значит, али дурак, али просветленный, чель. Знаете, ну одно из двух. Или дурак, или просветленный. Вы знаете, наверное, одно и то же, потому что я считаю, что это где-то между собой связано. Быть дураком не значит плохо, знаете. Я ученица школы, появится у меня в этом году свое жилье. Ну, не. Купить первую ступень посвящения нужно тогда. Ребята, для того, чтобы купить первую ступень, вам нужно прямо сейчас подняться. Вот вы сейчас смотрите видео, смотрите, переведите в правую сторону глаза. Видите, написано «Первая ступень». Смотрите, вот прямо аудиошумы Ситхи Саунд, здесь можно скачать шумы. И здесь стрелочка «Купить первую ступень» и морда лысого мужчины в белой рубашке. Год назад, видите, денег нет, все в белой рубашке до сих пор. В одной и той же хожу. Видите, лысина та же. Вообще на меня, смотрите, я сделаю как там. О, все, видите, белая рубашка та же, часы те же. Видите, как на книге, только звездочки нет, она выше. Ее здесь просто не видно сейчас. Значит, все, видите, это я, идентификация произошла. Купить сейчас, вот нажимаете, покупайте. Все, вот так купить, видите, как несложно. Андрей, здрасте, могу получить, получите. А просветление – это вхождение в состояние. Так как же я могу знать? Ну, для того, чтобы сказать, что такое состояние альфа, нужно понять, что такое состояние альфа. А я не знаю. Вероятно, состояние альфа, то, как говорит Ковалев, отличается от состояния альфа, о котором говорил Росси. И уж точно отличается от состояния альфа, о котором говорил Хеллингер. И точно от состояния альфа, о котором рассказывали сейчас, о котором рассказывают дианетики. Тогда скажите, даже в случае, если вы говорите о состоянии альфа, то какое состояние из состояний альфа вы имеете в виду? То есть, если вы мне его идентифицируете, то тогда, вероятно, я могу сказать, это то или нет. Вы понимаете? И в этом случае у меня путаница. То есть человек говорит, да, это все понятно, состояние альфа. Какое из этих 4 или 5? По Ковалеву или по Росси, или по Хеллингеру, или по дианетике, по Хаббарду. Какое состояние альфа? Какое? Вы меня потом мучаете этим, вы забыли, знаете, а я потом неделю еще страдаю. Думаю, какое состояние альфа? Какое состояние альфа? Все. Навязчивые идеи. Андрей Андреевич, добрый день, я ученица первой ступени, купила год назад, только сейчас получаю плоды. Спасибо вам. Мерси. Скажите, пожалуйста, получится у меня в августе с дочерью приехать на морской курс? Да. Делайте так, каждый день занимаетесь какой-то работой и говорите, вкусно, скоро поеду на морской курс. Или там, мой хороший день, это потому что я скоро поеду на морской курс. Или говорите, сейчас я сяду работать, потому что я заработаю на морской курс. Ставьте цели и приедете. Я купила шумы для бизнеса, но я слушаю дома. Будет это работать или мне надо обязательно находиться в магазине?
надо, чтобы шумы для привлечения клиентов работали исключительно только в магазине. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, если муж постоянно смотрит в интернете танки и играет, как повлияет на жизнь его? У меня есть знакомый, я вчера с ним разговаривал, он мне говорит, я не знаю, как мне изменить свою жизнь. Раньше у меня был отец, директор завода, и я был главным инженером на этом заводе. Я говорю, а чем ты занимался? Он говорит, я 15 лет играл в бомбочки. А что еще делал? Ничего. Он говорит, я утром приезжал на работу, играл в бомбочки, потом в обед ходил в столовую, потом играл в бомбочки после обеда, потом вечером я ехал домой, уставший, дома я там выпивал пиво каждый день, смотрел телек, а потом утром я ехал на работу. Просто менял костюмы, и за это мне платили там 10 тысяч долларов в месяц. А говорит, отец умер, за бизнес отдали деньги, и говорит, деньги уже пропиты, там пройдены, дети там все позабирали, и говорит, чем мне сейчас заниматься? Так если ты ничего не умеешь делать, тогда чем ты можешь заниматься? Играй в бомбочки. Покупаешь бомбочки на компьютере, покупаешь дешевый компьютер, ешь мивину, играешь в бомбочки, конец. И так до конца дней. Боже, жизнь удивительная медитативная штука. Просто сосредоточься на бомбочках, ничего же не поменялось. Играй в бомбочки, ешь в обед, спи. Играй в бомбочки, ешь в обед, спи. Пока не закончишь свое существование. Удобно, Боже. Жизнь между жизнью и смертью. Родился, бомбочки, спал и смерть. И после этого можно вместо головы нарисовать бомбочку такую, знаете. Или там на каком-то плите написать «Я прожил ради бомбочек». Большое спасибо изготовителю игры бомбочки. Есть вообще игра бомбочки, да? Там, где нажимаешь, они взрываются. Он говорит, я 15 лет играл в бомбочки. Конечно, ему говорил, он делал так. Сначала слушай, а потом то. Почему? Потому что там уже начались бомбочки. Дочь ученица школы решила заняться новым бизнесом, в том числе составляющая популяризацию школы пойдет такой бизнес. Конечно, все, что школы касается. Я вам могу дать совет. Никто никогда еще от этого не пострадал. Если человек собирается как-то популяризировать школу, или человек собирается как-то работать с препаратами тибетская формула, или делать что-либо, вот если он не изменяет вот этой направленности и постоянно старается в этом направлении, то у него изменяется жизнь во всех направлениях. Каких? У него изменяется события в семье, вылечиваются болезни, близкие становятся лучше, человек начинает себя чувствовать лучше. Но здесь есть очень большая тайна. Эта тайна звучит так. Если человек умудряется хитрить, когда он работает со мной, то у него жизни не будет. Почему? Программы стоят, понимаете? Старайся, и тебе будет литься даже больше, чем ты хочешь. И даже не от школы Кайлас, и даже не от тибетской формулы, а со всех сторон. Я помню, как начинались офисы. Приехала женщина, говорит, у меня там то-то, то-то. Я ей тогда сидел и говорил, для вас важно стараться со всей силы делать так, чтобы быть честными со мной. Вот если вы честные со мной, если вы искренне популяризируете, если вы туда ничего не будете пускать, то у вас будет пёр со всех сторон. И дочка выйдет замуж, и квартиру поменяете, и везде. Она это открыла, после этого набрала других компаний, после этого Дуйко там платит, после этого еще. И у нее все задом наперед. Она говорит, ай, что же мне делать, что же мне делать? Ничего не делать, потому что работая со школой Кайлас и работая с Дуйко, нужно быть предельно искренним. Почему? Энергия такая, понимаете? Если ты искренен, если ты прямо обожаешь, любишь и тебе это безумно нравится, ты будешь получать стабильное, 100% благословление каждый день. И вся твоя семья и весь род еще в 10 поколениях. И это очень важно понять. Знаете, обычно быть таким человеком, необычно работать с таким человеком. Понимаете, необычно работать с эзотериком вообще. Почему? Мощнейшие эзотерические программы, которые строятся и которые работают уже по 20 лет. Представляете, попасть туда большое счастье. Если ты в этом всем умудряешься быть еще и чистым,
где-то поставить это для себя за философию, стараться прямо для этого, ну прямо вот все силы ложить, то сама энергия очень благодарна. Очень-очень благодарна. Будет выравнивание во всех направлениях. Как с нашим Егоркой, вот, Оксанным племянником. Можно расскажу? Как с нашим вот Егором племянником. То есть он ничего не умеет, вот в интернете никогда не работал и так далее. Но он так зажегся и настолько искренний, понимаете, с трясущимися руками целый день там клацает в одну и ту же группу, одно и то же сообщение. Знаете, и клацает в день там по 500 штук. И все. И я говорю, зачем ты одно и то же сообщение? Он говорит, переходят. И после этого вот сколько он там, 1,5 месяца, сколько денег заработал? Чуть больше месяца, уже почти 500 долларов. 400. Понимаете? И здесь искренность, он просто обожает Дуйко, понимаете? Потому что он родственник, он обожает свою маму, я являюсь для него примером, понимаете? Искренность. Невозможно человеку рядом со мной быть неискренним по отношению к школе, неискренним по отношению к самому этому бизнесу, нереально. Потому что сразу же лопатой по голове будет бить, сразу же будет топить во всех направлениях. И это было заметно. Почему людей убрал? Потому что человек был неискренен, понимаете, там махлюет, ущемляет. Программы стоят просто человека как розеткой, как вот как пальцем выбрасывает из этой системы. Я даже не особо парюсь. Мне говорят, там кто-то что-то где-то продает. Да вы не парьтесь вообще. Почему? Система так устроена. Его это разваливает. Сама система так устроена, что если человек делает это неискренне, у него нет любви к школе, он не является народом школы Кайлас, его все равно будет выбрасывать, никто на этом не заработает. Здесь система, она энергетическая, она работает очень сильно. Если ты обожаешь эту школу, если тебя эти техники вдохновляют, если тебя тащит твоя жизнь, то тогда это будет прямо как благодарность по отношению к тебе, и энергии будет много. Это как дополнительно психическая энергия. Как открыть офис в Казахстане? Да не дело в деньгах, дело в искренности. У нас вон девочки есть, которые в Туле открывали, они искренне, они ни копейки не украли никогда, они стараются со всей силы, они принимают, не считают, понимаете, и у них по всем фронтам пер. Понимаете, и у сестры, у нее, и у дочки, и у племянницы, у детей, и во всем роду. Почему? Особенность такая, энергетика. Здесь то, насколько ты хочешь этого. Естественно, гоним медные трубы, понимаете, здесь другие правила. Правило работы в эзотерике заключается в том, что здесь гораздо важнее твой искренний, эмоциональный, чувственный настрой, и у тебя будут проблемы, когда захочется чуть-чуть подворовать, и чуть-чуть не дописать, и чуть-чуть намутить и так далее. И в этот момент конец начала. То есть в этот момент ни людей не будет, ничего. А если прямо вот с желанием дела, то дело только времени. Понимаете, просто дело времени. И обязательно процесс будет. Да, примеров у нас хватает, да, Оксана? Да, Света? Помнишь, сколько было у нас примеров? У нас примеров, знаете, накопилось за много лет. Вот те офисы, которые открывались и начинали хамылем, точно так же закрывались. Я на них зарабатывал. А те, которые вот и верят, и работают, и людей принимают, у них дочка вышла, вот у нас у полтавской девочки, дочка вышла замуж, вопрос с мамой там был решен, недвижимость приобрела, понимаете. И это даже не школа и не школа, и даже не препараты принесли, хотя у нее офис там находится, а начал идти фарт. Почему? Прикоснись просто к тому, что имеет духовное начало, понимаете? Оно же начиналось с духовного звена, а потом это духовное звено переросло в то, что проявилось в виде материального в самих препаратах, понимаете? И там цели совершенно другие вообще. То есть цели, они только могут идти за счет вот психической энергии, за счет вот духовности этих людей, и эти цели достигаются потом именно таким образом. А если у человека мимолетные цели напиться, или там хамылем там что-то заработать, или там кого-то обмануть, то его выбрасывает просто очень быстро. Но у нас же общая специфика мира, вот физического мира, в котором мы живем, это целиком специфика конкуренции в физическом мире. Кто сильнее, кто хитрее, кто кого обманет, кто кого там швырнет, там, кто кому там намутит, кто кого обхитрит. Знаниями дела приходят в саму компанию и думают, что здесь будет так срабатывать, и не получается.
Поэтому, и знаете, сколько было попыток? Людей было много, и я понимаю, что этим не может заниматься обыкновенный человек, даже если очень сильно хочет. Не может. У него это не получается, потому что и не будет получаться. Знаете, сколько были там светы, были там с других областей, были там Галии, там были Валии, Галии, Светы, там каких только не было, там Оли, там на все фронта вообще. Знаете, сколько офисов открывалось, и во всех городах, и в России, и так далее. Миллион открывался, сохраняются только те, кто искренне. Но они сохраняются только потому, что там есть искренность, яркое желание жить школой, яркое желание помогать. И начинается так. Они побочным эффектом занимаются там препаратами, принимают людей, еще что-то делают, и у них прет по всем остальным фронтам. Они говорят, что же делать? Потому что начала получаться эзотерика. Понимаете, почему? Подключись к нашей энергии, нас много. Андрей, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ученица школы Кайлас, первая ступень, записалась на моркурс, купила билеты. Мне предложили работу в другом городе, стала переживать, что меня не отпустят с новой работы и начала стопор с документами. Это знак, что не стоит менять работу и уезжать в другой город или наоборот, преодолевать и препятствия, это правильно. Ученица первой ступени, качаю ваджарную энергию каждый день, но дальше белого экрана дело не идет. 10-й день это рано или не дано. Это все связано с психической энергией. Здесь не только можно научиться видеть белый свет, но обрести возможность просматривания можно только не механическим путем, а взращиванием духовных элементов. А это восхищение, это тонкость, это чувственность, это сентиментальность, сантиментность, это, возможно, эстетизм, это интеллигентность, это получение где-то, это знание, понимаете, здесь оно идет вот. Чем больше у тебя вот этих знаний, наверное, тем быстрее ты это можешь обрести. Каких знаний? Сюда входят и чувства, и книги, и картины, и музыка. Сюда входит много всего. Вот ясновидение – это как бы комплекс большого количества накопленных эманаций, всевозможных чувств, от которых ты испытывал радость. Я знаю точно, что если послушать музыку, которая мне очень нравится, и посвятить этому час или два, то после этого я просматриваю гораздо лучше, чем если бы я ее не слушал. Представляете, как это все хорошо работает. Почему? Испытываешь радость, пси-энергия накапливается. Но раньше я слушал, она просто меня там отпускала, знаете, просто хорошие эмоции. А сейчас, когда слушаю, то она создает вибрации в теле, в голове, в туловище, в руках, вокруг тебя. Даже люди рядом начинают как-то изменяться, понимаете? То есть это то, что связано с умением собирания, отдачи. Там очень много моментов. Не нужно к этому относиться как к телевизору или магнитофону. Это не таблетка. Это не таблетка. Ваджарную энергию накапливайте, поздравляю. Но она возникает, если ваджарная соединяется с сатвической. Понимаете, и там целая куча всего. Это не так все. Это не так. Человек должен вырастить у себя талант быть чувственным человеком, не деревянным. Он должен видеть картинки жизни, чувствовать запах жизни. Он чувствовать людей. Он должен вот это, к этому всему прийти. Не быть деревянным жлобом. Это так важно, быть чувственным человеком. Как научиться видеть? Начни видеть небо. Вот мы небо видим, вот сейчас один человек посмотрит и скажет, оно голубое, другой посмотрит и скажет, оно голубое, и там есть синее, а третий скажет, зато там есть и розовенькое. Почему? Человек тонкий – это тот человек, который может видеть оттенки, а деревяшка видит только голубой цвет. Деревянные люди – это тот, кто обобщает. Ну как еда, вкусная, невкусная? Ну как ты любишь? Да, люблю. Или не любишь, или не люблю. Понимаете? А тонкие люди – это те люди, которые могут увидеть оттенки. Возможность почувствовать оттенки вкусов позволяет человеку быть тонким ценителем вкусов. Увидеть оттенки, наверное, в чувствах, быть тонким ценителем чувств. Увидеть оттенки в людях, быть тонким ценителем людей. Увидеть оттенки в красках, быть тонким. Невозможно увидеть оттенки красок, если проговаривать, вот еще и розовое есть. Это не видеть оттенки. Нужно их видеть сегодня и завтра, и еще 100 лет подряд или 10 лет, и потом из этого всего сказать, а сегодня невероятно. Еще и видеть каждый день с одного и того же угла. Понимаете? Я даже не знаю, как это передать.
Андрей Андреевич, какой шум надо покупать, чтобы жизнь мою изменить на лучшую? Уже 7 шумов покупать. Вот и начинайте слушать. Проходите первую ступень. Подскажите, пожалуйста, после практик немного неприятно глотать в течение дня. Шарик как будто проблема щитовидной железы. Итак, ставим указательный палец. Поможет ли шум от заболеваний позвоночника? Поможет. Вот от тех заболеваний, которые есть, их и слушать. И от всего помогает. Какие-то более эффективно, какие-то нет. Итак, для тех, кто прошел первую ступень школы Кайлас и прошел не в виде книги, а прошел по-настоящему, проходя ее в виде видеосеминара, хочу дать посвящение первой ступени. Оксана, дай зажигалку. И я пойду потом к своей любимой жене Соне. Итак, ставите указательный палец. И кто проходил уже один раз, можете еще раз. Если делать много раз, открывает канал Ясновидение. Ставите перед собой указательный палец, глаза не закрывайте, делаем вдох и дотрагиваемся к центру лба. И делаем выдох, палец убираем, глаза закрываем. Левый глаз смотрит в левую сторону, правый глаз смотрит в правую сторону, сознание смотрит вперед. Плечи при этом расслабленные, сознание смотрит вперед. Когда сознание смотрит вперед, вы должны увидеть ту темноту, которая перед вашими глазами была в плоскости, но увидеть ее в объеме, как будто она продолжается вперед. Делаем вдох, делаем выдох. Ставим указательный палец перед собой, делаем вдох, глаза открываем, дотрагиваемся к колбу, глаза не закрываем, выдох, убираем палец, глаза закрываем. Левые глаза смотрят в левую сторону, правые глаза смотрят в правую сторону. И центр нашего сознания смотрит в объем. Делаем вдох, делаем выдох. Открываем глаза. Наш путь – белый свет. Что это такое за посвящение? В свое время Будда Гаутама сказал: опустоши сосуд, и я его наполню. Так и мы разворачиваем свое сознание таким образом, чтобы в этом сознании появился объем. В появившийся объем вкладываются мысли в виде зерна, которые кодированно впечатляются в виде слов «Мой путь – белый свет». Что такое «мой путь – белый свет»? Дело в том, что прямая дорога жизни – это дорога, которая связана с элементом веры. Вера всегда имеет цвет белый, поэтому чем белее цвет вокруг человека, тем больше в его жизни или в его сознании появляется веры. А вера формирует будущее. Таким образом, человек, который говорит: скоро у меня будет все хорошо, привлечет в свою жизнь то, что у него в жизни будет все хорошо. А если человек говорит: у меня хорошо, то это самообман, и кроме депрессии ничего возникать не будет. Таким образом, человек не должен говорить «мне хорошо», он должен говорить «скоро мне будет хорошо». Таким образом, слово «скоро» является ключевым элементом веры. И эта вера и заставляет будущему произойти. Почему? С позиции философии будущее не существует. Почему? Потому что настоящее и прошлое можно доказать, а будущее доказать невозможно. Почему? Как бы ты ни написал сегодня на листе бумаги, ты его увидишь завтра и увидишь его все равно в сегодня. И там будет написано «завтра». Таким образом, можно доказать, что завтра существует и существует сегодня. Но как бы и что бы ты ни написал на бумаге сегодня или завтра, когда ты его будешь видеть сегодня, это все равно будет сегодня, но не завтра. Таким образом, доказательство завтра невозможно, в него можно только верить. И таким образом элемент веры со словами «скоро», как бы «скоро будет», это и является элементом веры, который позволяет будущему произойти так, как вам нужно, потому что человек является центром своего собственного параллельного мира, который параллелен всем остальным центрам собственных миров. На этом великолепном месте я хочу закончить свой бесплатный вебинар, который был посвящен влиянию негативных энергий, кладбищенской магии, а также идентификации негативного влияния на человека. Это то, о чем я говорил в самом начале. Сегодня вы можете взять информацию здесь на сайте Дуйко Гуру в партнерской программе или у меня на странице. Я сейчас выложу ВКонтакте Андрей Дуйко. Ребята, пожалуйста, большая просьба, хватит мне блокировать контакт, хватит, сколько можно, я же никому ничего не делаю.
Это ж невероятно мешает мне работать. У меня там с людьми переписка какая-то, что-то отвечаю. Как можно заблокировать меня ВКонтакте? Кому я там дорогу перехожу? Я извиняюсь перед Константином Довлатовым, а также перед Сергеем Ковалевым за то, что я их ставлю в пример невежества эзотерического и так далее. Я не считаю, что это так, я ни при чем на самом деле, у каждого своя судьба, своя карма. Я уверен, что Бог меня накажет, ничего страшного. Я считаю, что сегодня прямо на своей странице после окончания этого вебинара ВКонтакте выложу бесплатные 3 ссылки на свои семинары, которые можно скачивать бесплатно, ссылку на партнерскую программу. Или если у вас есть своя партнерская программа, выставляйте эти ссылки своим друзьям. Это ссылка на скачивание построение талисманов, а также эзотерика, магия любви и магия денег, бесплатное скачивание книги, не скачивание, а чтение. Дарите каждый день своим знакомым, у которых сегодня день рождения, вот такие подарки. Тем самым сделаете плюсик в карму и для себя, а также для своих близких. Делайте что-то для школы, тогда школа будет иметь возможность делать что-то для вас. Естественно, когда человек говорит, я хочу посвятить свою жизнь школе, я обычно говорю так, посвящай свою жизнь не потом школе, посвящай свою жизнь школе сейчас. Таким образом, если ты посвящаешь жизнь сейчас школе, в дальнейшем это для тебя будет очень ярким, иметь очень яркий этап отдачи. Если читать книги «Предсказания Нострадамуса», Эдгара Кейси, Дольфа Мессинга, Михаила Нострадамуса и даже глобы Павла, и даже некоторых людей, которые Ванги и так далее, то очень ключевым элементом идет предсказание о том, что в центре Европы появится человек, который изменит настроение и мир, который есть в мире. Он уже нашелся, это я. Вы можете смело обращать на это внимание, потому что то, как я делаю эзотерику, этого не делает никто. Я ее делаю весело, делаю ее по-безумному, где-то глупой, и, наверное, делаю где-то ее мотивационно, ну и где-то, наверное, даже гипнотически профессионально. Могу вам сказать, что предсказания эти были сказаны Михаилом Нострадамусом в виде текста, который буквально звучал так, что в центре Европы врач изменит мировосприятие всего мира в сторону неведения войны. Где-то это было, и это было предсказано в стихе. Таким образом, могу сказать, что предсказание об этом человеке Михаила Нострадамуса полностью сбылось, потому что до этого было сказано, что разовьется между братьями спор, этот спор будет кровавым. Ну какой у нас спор кровавый между двумя братьями, нам уже известно, но этот спор полностью решится после того, когда врач в центре Европы примет много-много миллионов человек. Друзья мои, это происходит уже сегодня. Этот врач я принимаю прямо в центре Европы, в городе Киеве, транслирую на многомиллионную аудиторию и делаю это ежедневно. После этого Эдгар Кейси говорил о том, что мир поменяет человек, фамилия которого будет переводиться как камень в воде, моя фамилия переводится как камень в воде. После этого Баба Ванга говорила, что после одного придет другой, и этот лысый изменит целую планету, и там жизнь на планете изменится в лучшую сторону, ледники не затопят, люди перестанут драться. Послушайте, что вам еще надо? Лысый я, врач на 4-м этаже в центре Европы, фамилия, там что еще, какие-то доказательства надо. Когда я ездил в свое время с одним человеком в Индию, то Тензин Нагцо Ринпоче не должен был давать никакое посвящение. После этого моего товарища снял шарфик с шеи и после этого обмотал вокруг моей головы. И что это обозначало, не знаю, но я оттуда выходил уже как божество 4-го типа, знаете. После этого те люди, которые были моими друзьями, сказали, что Тензин Нагцо Ринпоче сумасшедший, а я идиот, понимаете. Я вам могу сказать, это было известно с самого детства. Я всегда знал, чем я буду заниматься, в каком направлении мне двигаться. И йогой я начинал заниматься уже с возраста 12-13 лет, осознанно понимая, в какое направление я попаду и куда я буду шевелиться. Я помню свои прошлые жизни. В прошлой жизни я являлся обыкновенным человеком, который переписывал
из латыни на польский язык, находился в городе Гданьске или в городе Гдыне, проходил обучение в Львовской семинарии, обучался переписи книгам и христианству католическому. Был расстрелян немцами, знаю дату, знаю, кто при этом находился рядом со мной. Также знаю, кем я был и в позапрошлой жизни, и в позапозапрошлой, и что будет у меня в следующей жизни. Поэтому давайте как-то для себя определим, по-настоящему ли вам повезло в жизни или нет. Когда-то я говорил о слове «тертон». Тертон – это тот человек, у кого находится большое количество знаний. Я могу вам рассказать, как это происходит. В какой-то момент я не могу ни писать, ни пить, ни читать. Я могу в этот момент читать тексты, записывать тексты, вещать тексты, давать этих текстов много, потом сам перечитывать и после этого сам же от них фигеть. Как говорил мой отец, сам выучишь, сам придумаешь, сам на память выучишь. Понимаете? Откуда это взялось, почему именно мне? Потому что объяснить невозможно. Я всегда говорю, пути Господни неисповедимы. Когда-то мы ехали со Светой в машине, и я ей задавал такой вопрос. Я говорил, есть огромное количество достойных людей, но почему именно на меня упала эта ноша, я не знаю. Также я бы не хотел, чтобы судьба моя заканчивалась, как у Иисуса Христа, или там Будды Гаутамы, или еще у кого-то. Почему? Я не считаю свое направление религией, я считаю это направление философской традиции, а также я считаю, что это система, которая вырастает из эзотерики, потому что дает человеку возможность окунуться в мир знания того, как работает время, и прикоснуться к тому, что называется познание себя и познание в виде духовного познания Бога. Несмотря на все, наша школа является традицией одновременно философского пути, духовного пути и методов или методик. Очень странно, когда человек начинает выполнять методики, но при этом не слышит философского пути. В целом школа имеет яркую философскую традицию. В этой философской традиции широким таким следом просматривается курс человека, когда я говорю, несмотря ни на что, старайся по возможности изменить свою жизнь, получать от жизни удовольствие. Также я всегда говорю о том, что эзотерика управляет миром, и доказательства мои можно увидеть на 100-долларовой банкноте, где вы видите абсолютно настоящие эзотерические символы в виде пирамид с глазом, а также в виде орлов, символы, которые видите в королевстве Великобритания, которые управляет королей, а также символов определенных эзотерических обществ, которые управляют миром. Еще раз я хочу сказать вам, если вы не эзотерик, то у вас шансов вырваться из физического мира конкурентной борьбы, физической конкурентной борьбы той жизни, в которой вы находитесь, никакой. Таким образом, только эзотерика управляет людьми, и эта эзотерика позволит вам в дальнейшем вырваться из того мракобесия, в котором мы находимся. Является ли это эзотерика, когда вы проходите там, поклоняетесь, или религия? Религия – это разделение. Помните, я говорил, религия – это когда ты должен примкнуть или к армии религиозных людей, или к армии антирелигиозных людей. Таким образом, получается, если ты примыкаешь к армии религиозных людей или к армии антирелигиозных людей, то тогда ты должен занять позицию прав или неправ. И это неправильно, потому что наша школа – это не деление, это объединение. Если кто-то не в нашей школе, нам пофигу. Если кто-то не с нами, вообще все равно. Если кому-то это не подходит, то вообще все равно. Понимаете, почему? Мы не делим и не заставляем. Почему? Мы живем срединным путем, как сказал в свое время Будда Гаутама. На этом заканчиваю нашу трансляцию. До свидания. Ура!